Уф, аж мурашки по коже от старой заставки. Как давно я не вел прямые эфиры. И, по сути, это возвращение легендарных прямых эфиров Angel Talks. Ох, да, ребята, это очень интересно, потому что сегодня мы будем говорить про хайп, про, не знаю, хайп или тренд. Мы сегодня будем говорить про тапалки, про хомяков, про Блума, понять вообще, зачем они нужны, потому что я, вот честно, пропустил все, что было связано с ноткоином. Я только в конце, когда его раздавали на биржах, застейкал что-то, получил немного ноткоина, и потом его купил с рынка, и он там мне что-то немного принес. Сегодня буду пытаться в этом во всем разобраться. Но перед этим важное объявление. Мой соведущий и партнер фонда теперь является бывшим соведущим и бывшим партнером фонда. Теперь мы не работаем вместе, у нас разные взгляды, разные интересы. Собственно, теперь в большей степени я буду вести один. Иногда, может, у меня будут появляться соведущие. И скажу вам по секрету, я очень сильно хотел на пару эфиров как соведущего пригласить сегодняшнего нашего гостя. А сегодня в гостях у нас Вячеслав Носко. Это основатель про-блокчейн медиа. Как его еще называют? Главный скамер всея Руси, всея СНГ. Слав, привет. Да, всем здрасте. Уже, по-моему, не первый раз, да, у вас в гостях в разных конфигурациях. Третий. Да, спасибо, что позвал. Слушай, я на самом деле не знаю, что у нас сегодня будет по онлайну, потому что у нас как-то это быстро получилось, вообще спонтанно. Я думал, что мы можем вживую записаться, но получилось, что не получилось, поэтому давай посмотрим, как у нас будет сегодня прямой эфир. Слушай, он же все равно остается в записи, и даже если люди не привыкли пока что, да, у тебя идут онлайны, то потом они смогут досмотреть. У нас тоже не всегда, кстати, как бы сейчас нет такой какой-то стабильности, хотя вроде мы людей приучили к 10 утра, но 10 утра, видимо, какой-то не лучший выбор для криптонов, они еще спят. Слушай, да мне вот я тоже опубликовал новость, мне написали, нормальные криптоны в это время спят. Да я сам спал 1,5 часа, чтобы ты понимал, что приехать на студию и записаться с тобой. Мы всегда вечером делали эфиры, я не знаю, нахрена вы утром делаете. Ну, нам так удобнее. То есть мы-то, как говорится, уже взрослые, понимаешь, у меня там свой режим. Я с утречка обычно иду, там, в 7 часов просыпаюсь, дети в школу, я в спортивный зал, потом там какая-то ходьба, какие-то звонки, и к 10 часам как раз удобненько провел, и вечер свободен. Поэтому тут немножечко вот пока офф-топа. Окей, слушай, смотри, давай, знаешь, что у нас раньше на прямых эфирах была традиция за лучший вопрос в онлайне, если их таких не будет, уже в офлайне, когда уже посмотрят в записи, какой-то подарок. Что можешь ждать в подарок? Лучший подарок для криптона, мне кажется, это USDT. Поэтому давай просто, там, не знаю, двоим-троим отправим по 50 USDT, и это не так уж много, ну и немало, да? Слушай, а может быть лучше тоннов? Сейчас же мы же будем говорить про больше или систему тонны, тонна. да, давайте, да, в эквивалент, да, на $50 по курсу тонов отправим. Вот они все, огонь. Потом адреса. А может сразу, пускай пишут вопрос, и сразу на всякий случай Ну, да, кошелька, да. Да, как вариант. Если не найдем победителя, будем смотреть уже комментарии в записи. Слушай, ладно, давай уже к делу. Смотри, я пропустил всю эту движуху с ноткоином. Когда мне кто-то говорил, что смотри, там есть кликер, ну, типа, который тапалка, который можно просто тапать, и тебе насыпают какие-то монеты, я смотрел на все, говорю, что вы мне вообще... Отстаньте, я тут серьезными делами занимаюсь, у меня как бы венчурные сделки. И только потом, когда он уже начал там новость о том, что он залезется, я посмотрел, насколько, кажется, это огромный масштаб был. Я не представлял, насколько это огромный масштаб. И я даже застейкал, по-моему, сколько же я застейкал? По-моему, я застейкал $40 тысяч, чтобы мне насыпали там что-то на баксов 400 всего ноткоинов. Я прикупил его с рынка, и он у меня сейчас там, условно, у меня на 1400 было баксов, он вырос у меня в пике до 5000 баксов. Сейчас что-то 3600-3700. Что ты думаешь? Ноткоин открыл портал в ад вообще? Что произошло? Ну, мы его тоже не так, чтобы, знаешь, прям с самого начала подхватили. Обычно как бы у нас есть чуйка с Максом на эти темки, и как бы мы вот такие темы стараемся хватать сразу. Но, знаешь, что мы там не успели, может быть, и вначале прям начать вот это там тапать, тыкать самыми первыми, да, и у нас вот эти команды и внутренние сквады, или как еще там по-разному называют, они получились там не самые раскачанные. Но интересный point, что когда стартовал ноткоин, внутри изначально они стартовали из СНГ, и эта механика почему-то, ну, то есть так как больше всего в Телеграме тусуется криптонов, там в начале сквады и вот это вот весь движ, он состоял из криптонов. То есть наверное, 80-90%, вот первые миллионы людей, которые там были, это были криптоны. И что мы для себя вкурили, потому что мы начали смотреть, кто там лидирует. То есть когда ты заходил в лидерборды и видел вот эти, значит, лидеров, и мы часть этих лидеров мы знали, то есть это были какие-то большие криптоканалы, большие чуваки с большими комьюнити, и это были все криптоны.
И мы сразу поняли, когда ребята, значит, сделали возможность платно ставить свои таски у себя, вот, они на этом зарабатывали денежку. Я не помню, там, по-моему, первые таски для того, чтобы разместиться, надо было провести KYB, Now You Business, заключить договор, подписать его через DocuSign, то есть там был прям проверка, короче, вот мы от Pro Blockchain Media прошли эту проверку, так как у нас целая группа своих каналов, и там в таске ты мог, по-моему, тебе давали 7 слотов, и ты мог там, подпишитесь на наш вот этот телеграм-канал, подпишитесь на наш твиттер, там, не знаю, сделайте репост, сделайте то, все, и мы создали вот из 7 там этих целую группировку каналов, там наши сервисы поставили, разные наши каналы, даже дополнительно создали еще каналы, потому что у нас были свободные слоты, и мы еще сделали несколько каналов, там что-то про искусственный интеллект как раз, и еще какой-то, и воткнули. И мы вот этих вот всех криптонов первых просто за какие-то копейки, ну, то есть соотношение цены, там, по-моему, надо было держать депозит около 50 или 100 тысяч долларов, если уже не вспомню. То есть на баланс ты кладешь, вот когда Telegram запускался, помнишь, тоже странная была концепция с рекламой в Телеграме, тебе, чтобы там рекламироваться, надо было быть тоже крупным бизнесом, то есть надо было держать какой-то сумасшедший депозит, и вот как-то, и вот у них похожая механика была, то есть надо было пройти все вот эти темы с KYB, потом, типа, положить депозит в районе там 100 зелени, и они оттуда потихонечку списывали там, но там очень хорошая цена была, типа, из разряда 5 центов, что ли, за подписчика, и вот нам пришли какие-то миллионы людей, вообще невменяемых, там, суперактивных, они что-то тапали, делали, везде подписывались, и это были криптоны в начале, а потом, конечно, когда они начали расширяться, мы еще просили их делать гео СНГ, чтобы это был русский язык, то есть у кого включен русский язык, и мы вот этих людей к себе как бы всех подписали на себя. А потом пошло расширение, пошла Индия, Пакистан, Турция, там все что-то, ну, то есть вот это вот мешанина, и они в пике раскачались до 35 миллионов пользователей. Это, конечно, ну, была какая-то фантастика. То есть вот Notcoin, они точно показали что-то новое, короче. То есть вот что можно взять простой кликер, очень простую механику, главное, чтобы там была виральность, главное, чтобы там была реферальная ссылка, и люди себе что-то нафантазировали, что ты кликаешь, у тебя какие-то сумасшедшие цифры, ты чего-то там делаешь, и вот это вот чего-то ты потом типа получишь в виде airdropа, в виде некоторых токенов. И вот это, конечно, было бомбяво, и просто, короче, как какую-то жизнь вдохнуло, знаешь? Да, слушай, очень много чего хочу сегодня обсудить, в том числе и аудиторию, потому что вот интересно сказал, что это вначале были криптоны именно, потому что сейчас действительно я смотрю на то, какая аудитория приходит там в каналы, и это жесть, там миллионы подписчиков, охватов, там что, типа 50 тысяч, 40 тысяч охватов, хоть постов, хоть кто-то что-то читает. И это же люди, которые вообще не замотивированы что-то делать. Это как гиф, короче, вот гифы были в Инстаграме, вот это та же самая аудитория, пришли за деньгами, условно. Ну, тут, видишь, они чуть-чуть глубже. То есть Инстаграм не позволяет, да, вот такой глубину дать. Короче, у этих ребят был плюс, у ноткоиновцев, то, что они давно разрабатывали всякие приколюхи, всякие аппликейшены внутри Телеграма, и у них был свой бот Communities, который вот как раз они с помощью вот этого бота Communities, они вот и организовали всю вот эту вот мотивированный трафик, так называемый, да, все взаимодействия. То есть, грубо говоря, они через Communities отслеживали, подписан ли ты реально на Телеграм-канал, то есть ты выполняешь задачу, переходишь, подписываешься, они тебя трекают через API Телеграма, вот эти все взаимодействия. То есть они тебе начисляли, они сделали как бы внутри вложенные такие рекламные классные программы. И получился хороший мотивированный трафик, качественный в тот момент, нужный нам. То есть, прикинь, как было тяжело вычленить криптонов и получить их по 5 центов, это просто какая-то, ну, фантастика была. Конечно, потом это все уже размылось, но интересный еще был поинт, когда наши слоты, мы же как медиа, наши слоты начали перепродавать, прикинь. То есть приходили ребята и говорили, а вот можно мы там, у вас там 7 слотов, можно мы у вас выкупим, типа, 1 или 2 слота, и нам предлагали деньги там, типа, по 20, по 30 тысяч долларов за один слот. Не за 7 слотов, за которые мы там 50 тысяч платили. И мы смекнули, что это уже арбитраж начинается. То есть команда Notcoin была настолько перезагружена, что, прикинь, входящий трафик, в них просто бросали деньги, типа, заткнись, возьми мои деньги, размести меня, да, на рекламу, а они не успевали это делать. Либо там у них, ну, то есть, короче, их долбили со всех сторон, а у нас уже была компания заапрувленная, понял? И мы просто там через саппорт говорим, вот замените у нас вот этот канал на вот этот. Или замените вот этот канал на вот этот. И мы типа делали арбитраж. И мы успели в свои деньги все вернуть. То есть вот мы там заплатили своих сначала 100 тысяч, да, мы вернули свои 100, еще, по-моему, там 100, наверное, сверху заработали чисто на арбитраже. И самое интересное, потом мы выяснили, то есть нам ребята платили, прикинь, там по 15, там 20 тысяч, а перепродавали это чуть ли не по 35, по 40, иногда там по 50 тысяч за слот.
То есть какое-то сумасшествие просто происходило, потому что туда нельзя было попасть, а был огромный трав. То есть просто они в тебя включали, и за день там тебе там 300 тысяч тебе падает. И причем это плюс-минус перемешанная криптоистория. Но потом выяснилось, что там дохера скама было. То есть никто это до конца не мониторил. То есть тебе давали канал какой-то, вроде обычный канал, ты же не можешь там все просмотреть. Потом в этот канал вставляли, короче, пост рекламный про какой-нибудь ханипот, то есть, типа, якобы, вот, значит, новый токен, классный, рисовали график, то есть, вот он, типа, идет вверх, чуть продается, а оказывается, это ханипот, то есть, там могли продавать только опрувленные адреса. И, грубо говоря, то есть люди заходили, видели какой-то растущий график, там по 50, по 100 баксов покупали этот токен, а никто продать не мог. И вот из-за вот этого скама, короче, потом команда Ноткоина, она запретила вообще перепродажу трафика. То есть она сказала, вот у вас есть слоты, у вас есть вот эти каналы ваши только про блокчейн, все, больше никакие каналы вы ставить не можете. Ну и остальных они через KYB и вообще там затянули рычаги, и лавочка закрылась. То есть мы как бы за счет того, что мы всегда ныряем, знаешь, там одни из первых, мы успели и себе трафик взять, и немножко перепродать, но и как бы видишь, и мы там, и другие ребята наткнулись на вот такие разные скамы, и поэтому как бы лавочка вот это закончилась. То есть всегда находится, знаешь, вот вшивая овца, которая портит вот всю историю. Ровно такая же сейчас тема, кстати, происходит в airdrop-хантинге. То есть есть разные сервисы, разные как бы скрипты туда-сюда, разные команды. И вот, по-моему, последние ребята, Layer Zero, там, ZK-Sync, они, значит, объявили такую баунти-хантинг компанию охотников за сибилами. И те, кто сами сдавали себя и еще сдавали кластеры других, значит, им, типа, сказали, что вы получите какой-то там баунти. И нашлись чуваки, которые ходили, вычисляли разные кластеры разных сервисов через Dune Analytics, через Arkham, короче, и просто там тысячами адресов сдавали это все, сдавали, короче. Такие Робин Гуды наоборот, понял? То есть они отбирали, блядь, у бедных криптонов, которые выполняли действия, и, значит, в обмен на то, что им начислят каких-нибудь там 100 или 200, или, может, даже 1000 сраных токенов. Но дело в том, что теперь получилась такая история, что люди, которые фармили через аирдропы, у них себестоимость ZK выше $1, а его можно пойти по 20 центов сейчас купить на рынке, прикинь? То есть люди год ебашили, год, короче, вкладывали туда деньги и время, то есть они на транзакциях потратили реальные $1000. Там у кого-то там 7-10 тысяч долларов туда угорело, да, и он получил 0. А кто-то просто мог подождать и пойти на 10 тысяч сейчас купить себе 50 тысяч токенов и просто хлопать в ладоши. По-моему, такая задумка, знаешь, а вот это все сейчас убивает вообще airdrop-хантинг в том виде, в котором он сейчас был. А как раз вот эти тапалки, которые ты проебал все, они дают новый вариант airdrop-хантинга. То есть ты просто запускаешь прилу, делаешь какую-то виральную механику, там, допустим, на 5 уровней, там, какую-то реферальную систему. Люди, приглашая людей, получают поинты разные, выполняют вот эти какие-то еще внутри задачки, подпишись, там, то, сё, что-то сделай, разбивают еще специально, чтобы у тебя был многократный вход, мы это, по-моему, с тобой как раз обсуждали, да, что ты, типа, не сразу за сутки получаешь все вознаграждение, а его делят на 4 части, и кто-то упоротый, он ставит себе будильники и заходит по будильнику и забирает прям все, и ночью просыпается и забирает, чтобы у него была максимальная эффективность, а кто-то, типа, забивает хер и делает, там, 2 раза забирает, и получается у него вознаграждение падает на 50%, и, грубо говоря, из этого они строят юнит-экономику, что вот они запланировали выдать 1 миллиард токенов, и из этого миллиарда фактически они выдадут там типа $500 миллиарда, потому что половина людей его просто не заберет, не сможет сфармить. И вот разные такие вещи, конечно, сейчас показывают, как можно по-другому раздавать аирдропы. Слушай, ну вот, ладно, мы мягко подходим к тому, что, а что дальше-то, вот, типа, из разряда есть тапалка, и ее позиционируют, что в основном позиционируют, все же идут таким ожиданием, что получат какой-то дроп. После ноткоина все ждут дропы. Туда идут люди, замотивированные получить дроп. Выйдет токен, он либо укатается, либо, если команда хорошая, как в случае с ноткоином, они это откупят и удержатся, но токены даже дальше будут расти, таких проектов будет единицы. В основном все проекты, скорее всего, умрут и не будут развивать. Куда это все движется? Это точно, мне кажется, умрет там к концу года в том виде, в котором это есть сейчас.
Ну, это тоже нарратив определенный, да, то есть ты же видишь, что в крипте нарративы быстро развиваются, быстро формируются, точнее, и быстро развиваются, да, и, грубо говоря, вот сейчас вот он в таком виде, он был интересен, вот я могу показать тебе экран, если можно показывать, да, у тебя Да, да, давай. у нас есть отдельно, мы, сделали вот этот как раз канал, типа, который называется про блокчейн Squad. И мы туда просто выгружаем вот все тапалки, которые сейчас есть. И я сейчас сам утренний пост, я сейчас сам, если честно, охерел. Я даже не знал, что их там столько. То есть просто, чтобы ты осознал проблему. Я сейчас тебе покажу. Значит, Давай. так. Слушай, пока ты показываешь, я в Фейсбуке, свой Фейсбук просто полистал. Я просто человек 40 только увидел, которые сейчас тапалки делают в данный момент, которых я знаю там по временам там еще стартапов, всего остального. Думаю, охренеть, каждый делает свою тапалку. Сейчас я выведу. Ну вот, выведи, да. Смотри, это получается вот один из наших каналов, который мы как раз качнули с помощью всех этих штук. Смотри, 823 тысячи подписчиков, прикинь. Угу. И это Что по охватам? SNG-шные, то есть, охваты, кстати, сейчас упали. То есть, как бы нет актива. Вот по 20, по 30 тысяч там в течение дня что-то такое. 30 он тысяч, видишь, там, ну там до 50 тысяч там за 2 дня. Но не суть. Вот смотри, у нас выходит утренний пост, вот этот. И сюда мы собирали, типа, собраны текущие наши реферальные ссылки в тапалках, которые мы как бы, типа, зарегистрируемся и тоже их передаем, чтобы сквад наш участвовал. Вот смотри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 штук сейчас у нас в утреннем посте. Вот какие-то из них, я тут понимаю, рекламные. Ну, то есть тут можно, я так, понимаю, пару мест рекламных купить. А остальные штук 10, это точно, где мы зарегались, и чего-то там наши команды фармят и так далее, и надо периодически заходить. Мне кажется, я тебе еще штук 40 накину. Ну, тут вот просто трэш. И вот видишь, как бы добавляют все разные системы, вот типа дневные, то, что хомяк сделал, да, то есть чтобы ты каждый раз заходил, чтобы ты больше заходил, взаимодействовал, вот ребята из Time тоже добавили, что ты каждый день заходишь и больше тут клеймишь, и чем больше ты дней пробыл, тем больше у тебя клейм. И вот такие всякие вот штучки постоянно придумывают. Окей, слушай, ну давай тогда поразмышляем, раз уж мы в это уперлись. Что дальше все-таки? Эта история превратится в какой-то геймфай нормально полноценный, потому что куда им дальше развиваться? Те, кто получит аудиторию, умные ребята захотят, наверное, как-то ее монетизировать все равно еще раз и как-то использовать токен. То есть, по сути, дальше им надо какую-то глубокую механику игры придумывать, чтобы дальше пользователь что-то пытался фармить, что-то зарабатывал, чтобы экономика еще всего этого сходилась. Ну, давай начнем разбирать экономику на примере ноткоина. Мы как бы, да, не супер инсайдеры, но что произошло, короче? То есть, смотри, чуваки сделали ноткоин, вот эту прилку свою, начали крошить бабки. То есть у них слот, ну, грубо говоря, из 7 позиций стоил там 50 тысяч долларов. Для бирж там были спецпроекты по 100, по 200 тысяч долларов. То есть, по моим скромным подсчетам, они, наверное, миллионов 10 долларов заработали попутно до запуска вообще токена. То есть вот чисто на вот этих рекламных слотах, на перепродаже вот этого трафа, они около десятки миллионов, может быть больше. То есть если сесть посчитать, составить табличку, все там ретроспективно, вот, то может и больше там 10 миллионов. Ну давай около 10 лямов они заработали. На эти 10 лямов они наняли команду DWF, я так понимаю, маркетмейкеров. То есть они заложили часть средств на откуп токена, вот, да, заложили на какие-то активности. И то есть они уже, в принципе, в процессе, еще до выхода токена, они уже заработали. Дальше, понятно было, и DWF проконсультировали, что 100% будет сброс. Ну, что бы кто не хотел, то есть они договорились с биржами, да, загрузили там на Bybit, везде, там Binance, ну, то есть всем это интересовало, потому что биржи в первую очередь интересуют большой трафик новых клиентов. То есть все туда пришли, я думаю, там еще были отдельные, наверное, какие-то договоренности с биржами, очень классные, что там чуть ли не сами биржи еще дополнительно делали маркетмейкинг, и, может, тоже какие-то средства вкладывали туда свои, для того, чтобы поддерживать баланс. То есть они загрузили им там токены, загрузили какие-то суммы, а может быть просто загрузили токены, знаешь, как с биткоином. Когда типа биржа берет биткоин, некому пойти. К Сатоши Накамото пойдешь, да, ну и что, как пойдешь, так и придешь. То есть ты просто берешь с рынка биткоины и сам типа делаешь маркетмейкинг. Возможно, с какими-то биржами они договорились так, а какие-то биржи вообще просто делали сами, потому что они с ними не договорились. Но понимая, что огромные 35 миллионов людей просто так, да, стоять не будут, надо их как-то к себе получить, просто биржа сама вкладывалась в маркетмейкинг. То есть вот это интересная штука, и получается, что им стало дешево, то есть получились огромная ликвидность, большие оборотные средства, и у них долго объем торгов превышал объем токенов. То есть, к примеру, у них там, да, на бирже там 1,5 миллиарда токенов и 3 миллиарда объема, прикинь. То есть вот такой дикий ажиотаж, то есть люди приходили, кто-то продавал, кто-то не понимал, там тут маркетмейкеры, тут биржи, это все суммировалось, и там происходил какой-то дикий трэш,
Понятно, что там в целом цена проваливалась, но у них... Но она очень было хорошо достаточно- удержалась. Она очень Да, хорошо да, но они удержалась. ее где-то там внизу там подобрали, потихоньку там проторговали, и потом она пошла, да, на 2 там цента, выше там, может там до 3, я уж не помню. У меня мой малой тапал вот эти все штуки, и он потом Мгм. мне сбросил там свои 3 или сколько, 3,5 тысячи монеток, по-моему, там мы договорились с ним по $30. Я их положил, я их не продал, через 3 дня и они уже $60 стоят. То есть он как бы поспешил, мне их по $30 отдал, а я говорю, Ага. смотри, через 2 дня, говорю, вот если бы ты потерпел, уже было бы $60. Видишь, как, говорю, в криптовалюте работает. А ты мог бы, говорю, часть потом поменять в тон и вообще отложить, и тоны там через там полгода, там через год, они бы больше стоили. И ты, так как тебе тон не нужен, ты мог бы тон застейкать, да, или, ну, еще какие-то мог бы штуки на телефоне показать, типа DeFi. Там же сейчас у тона идет The Open, как-то там The Open League, такая штука, Да, где да, сам открытая тон, лига. да, выделяет большие объемы тона на инцентивайз как раз фарминга, предоставления в пул ликвидность, вот этих всех штук. Поэтому смотри, ребята из Notcoin, так как они очень плотно интегрированы с тон экосистемой, с тон Foundation, они сами выходцы оттуда, да, и они много чего делали. И там, видимо, была еще и поддержка непосредственно Тон Foundation. Я не знаю, там, так как и Дурову много чего там отправляли и так далее. И вообще сам Тон был очень заинтересован, потому что это был первый проект такого масштаба, который токен Notcoin раньше залистили на бирже, чем сам Тон. То есть, к примеру, на Binance Тона, по-моему, нет до сих пор, я не знаю, или может уже есть, а Notcoin есть. Ты понимаешь, в чем прикол? И вот эта вот история показала, что, в принципе, очень живая Тон экосистема, очень живая сейчас конкретно. Там много людей, там сейчас один за другим будут выпускаться проекты, он интересен, он работоспособен, да, как бы. И вот тут еще коллаборация с USDT, с Пауло Ардаино, да, или кто там, технический директор, вот они то, что анонсировали в Дубае на конференции, и то, что они, получается, короче, у Тона вообще интересная история, то есть 2 жетона на блокчейне Тон залищены, это USDT и Notcoin, да, на топовых биржах, а самой монеты Тон там нет. Вот это, конечно, ну, то есть на каких-то биржах есть, а на Binance на том же нет. Поэтому конкретно в случае с Notcoin все понятно. И они, самое интересное, что я сказал про игру, про GameFi, да, вот именно эти ребята, там есть масса интервью, можно посмотреть, пойти, или может ты потом их пригласишь, там, да, чтобы с первых уст они рассказали, но они сейчас вроде бы отказываются как раз от игровой составляющей. То есть им игра, кликер, вот это все им не интересно. То есть никакой игровой геймфай у них не будет. Они хотят превратиться DeFi, в да? лаунчпад. В лаунчпад. Launchpad. Они хотят, то, что у них получилось изначально, и они показали этот путь, они хотят запускать через себя другие проекты, имея активную большую аудиторию, вознаграждать людей вот этих, которые там активно что-то делают, также там своим токеном, где-то его там сжигать, где-то что-то, и плюс через себя, через свою экосистему запускать новые звездочки, и там, видимо, иметь какой-то, как бы, да, какую-то позицию, я не знаю, там в токенах или в equity или еще как-то. Ну, то есть как-то вот такая интеграция. Это то, что мы, ну, ждем, и то, что объявлено от Notcoin. Ну, теперь вот вопрос. Люди, пришедшие на тапалки, на игру, на хомяка, которым на их начнут пытаться переквалифицировать на какие-то лаунчпады, DeFi-проекты, вообще не обречено ли это? Какая будет конверсия? 2%, дай бог, или там, не знаю, вообще 1%? Слушай, ну мы сейчас с тобой просто сидим, вангуем, да, в крипте это такая тема опасная, да. Наша любимая тема. Да. Все вангователи, они, конечно, ну как бы, чем больше ты вангуешь, тут статистика, да, работает на тебя, что-то окажется правдой. Поэтому мы можем в рамках одного эфира с тобой накидать вообще разных... Все варианты, да, да. всех вариантов, от того, что сейчас... Потом один выстрелит, мы скажем, ну мы же говорили. Да, скоманет, и потом мы это вырежем в шортс, да, и скажем, ну, ходите на подкаст Angel Talks, ребята, там, как говорится, знаю... Сигналы в закрытой группе. Да, все есть, ссылка в описании. Вот. Ну, тяжело ванговать, но нам остается наблюдать. И из того, что мы видим, вот, ну, первый блин, вот этот, получился не комом, а, естественно, сейчас много повторятелей всяких разных, да, и, допустим, вот те же ребята там, да, Смеркис, Глеб, они делают Bloom. Это не тапалка, это не тапалка, это изначально биржа. Это DEX, типа, который должен работать как эпка в Телеграме. Но они увидели вот этот бешеный ажиотаж, возможность набрать аудиторию, и они, как грамотные ребята, сразу же подстроились и сделали быстрый пивот. Пока они пилят свою основной application, они просто поверху выкатили тапалку, чтобы сделать ревку и сделать какие-то там баллы, какую-то историю, чтобы просто людей пока что нагнать к себе в базу.
То есть вот этот эффект тапалки, это просто очень классная штука собирать и формировать базу. Но потом будет ли у них токен? Да токен у них может вообще не быть. Они просто дадут там какие-то скидки у себя на платформе. Вот как, допустим, у Uniswap, да, в приложении сейчас есть комиссия. Если изначально ее не было, да, то теперь они там добавили комиссию на фронте. У MetaMask есть комиссия, да, вот ты идешь на DEX, меняешь, у любой централизованной биржи есть какая-то там комиссия. Хотя в некоторые биржи сейчас спот дают в ноль, но тем не менее, они как-то там зарабатывают. И просто что можно тут сделать, если вот этим всем лидербордом, да, вот у тебя было много токенов, можно эти токены поменять в некие NFT-шки, да, и у тебя будет просто пониженная комиссия. Вот ты владеешь NFT-шкой на этом кошельке, вот ты там, у тебя пониженная комиссия. Надоело тебе торговать, ты просто можешь пойти на маркет свободный, выставить свою NFT-шку, и какой-то рынок сформируется, кто будет часто торговать, особенно какие-то платформенные боты, да, то есть разные арбитражные боты, то есть для них, конечно, будет выгодно на кошельке держать на смарт-контракте вот такую NFT-шку где-то привязанную, которая тебе понижает комиссию, допустим, в 2 раза. Это круто. Но тут, короче, я не вижу прям, что как-то токены начнут стрелять. Понимаешь? Токен – это хуевая системка. Да, вот, кстати, пока мы затронули тему, что есть тон, есть ноткоин, есть другая проблема. Telegram же ввел Stars, звездочки. И я вообще не представляю, что, как, с кем взаимодействовать. Даже если брать тон, который ты, я думал, что там все экосистемы будут прям на тоне. Ты будешь там покупать что-то за тон и так далее, и будет монополия у Telegram на тон. Но из-за давления Google, из-за давления Apple, они заставили их вести Старзы, которые как кристаллики в ТикТоке покупаются через Apple, через Google, чтобы 30% комиссии им отпадала. Не думаешь, здесь вот этот конфликт вот этих интересов, они сами не знают, что им делать, у них там условно два популярных токена и звездочки, что с ними совсем делать? Слушай, ну, криптонам в целом похер, я думаю, да, то есть это как бы отдельная стая такая, да, которая как пользовалась самим тоном, то есть первичными всеми штуками, так и будет пользоваться. А вот эти звездочки, это как некий такой дериватив, я не знаю, надстройка, да, в целом над экосистемой, в которую просто погрузят руки ребята из Apple там и из Google. Насчет Google я, честно, не знаю, если там сильный прям конфликт, да. А Apple, понятно, что они все хотят контролировать, и просто получится, что те, кто будут работать с iPhone и захотят что-то там внутри покупать и так далее, они будут просто делать это через вот эту встроенную валюту и терять 30%, да, либо для них просто сделают скидки. То есть, ну, может быть такое, что, знаешь, как по регионам у Fortnite и так далее, да, там разные цены. В Турции там одна цена там и так далее, в Индии третья цена. И вот, возможно, все, кто будет пользоваться там вот этими старсами, да, для них услуги просто сделают с дисконтом типа 30%. Ну, грубо говоря, то, что выплачиваться будет в Apple и в Google, это не будет касаться конечного пользователя, ну, то есть это на себя возьмет сама компания. Либо, если нет, то для них тогда это станет на 30% дороже, и они быстро смекнут, как пользоваться каким-нибудь сигналом, значит, скачают себе там еще что-нибудь, ну, то есть какие-то другие обходные пути, или будут пользоваться веб-версиями, или там еще чем-то, или какими-то проксями. Ну, то есть это точно приведет к тому, что появятся разные прокси-штуки, да, как вот было с OpenAI, да, пока вот тут где-то не работал, куча ботов появилась, которые как таким или иным образом дают тебе возможность пользоваться OpenAI где угодно. Поэтому здесь, мне кажется, такая же херня произойдет. Окей, смотри, давай, знаешь, еще поговорим. Вообще, сколько стоит в производстве тапалка? Потому что, я говорю, я даже по Фейсбуку смотрел, там просто человек 40 в данный момент пилит свою тапалку. По-моему, я знаю, вы пилите свою тапалку и так далее. Какой-то, наверное, базовый MVP можно там вообще за каких-то тысяч, наверное, $10 сделать. Но это такая, ничего серьезного, это просто 2 экрана, реферальная программа и просто тап по экрану. В целом, да, тут вилка цены может быть от бесплатной, если ты сам программист и с Copilot, там, типа GPT, да, ты можешь просто написать ее, там, какую-то версию очень легкую, или с копикат сделать, да, то есть многие ребята, и мы в том числе, мы взяли у Блюма, то есть у Блюма стояла задача очень быстро выкатить что-то хотя бы, да, потому что у них основное это DEX, им надо было что-то выкатить, и они легкую классную штуку сделали, и она всем зашла, очень легкая, понятная, и мы вот для AirDrop Hunter, у нас тоже есть application, мы сразу скопировали Bloom. И как бы сначала ребята обижались, а потом сказали, ну что, вы копируют лучше, да, то есть краткая сестра таланта, вы сделали классную штуку, и раз вас копируют, наоборот, надо, ну, говорить, хорошо, значит, у нас все хорошо получилось. А типа обижаться на то, что вас копируют, ну, это как минимум в интернете, а еще и в крипте, это вообще вдвойне странно, тем более, что, ладно, вы были не из крипты, да, и Владимир, и Глеб, они уже очень долго работают с криптой и понимают, что даже SushiSwap это копия Uniswap, да, и там любой DEX,
которые сейчас существуют, они в целом копируют что-то от Uniswap. Поэтому, ну, здесь... Любая тапалка копия от Notcoin уже. Да, или там Notcoin, да, или там в целом вот эта механика, они же, да, по сути, быстро пивотнулись и скопировали Notcoin. Да, дизайн это такое, поэтому вначале мы тоже скопировали тот же Time, они тоже, я вижу, скопировали Bloom, там, или уже скопировали нас, там, или еще кого-то, поэтому это у тебя может стоить реально там пару тысяч долларов буквально, то есть ты разворачиваешь application, тон API, пам-пам-пам, натянул какой-то дизайн или его скопировал, и все. Дальше проблема идет глубже, в сервера, то есть в правильный код, работу с серверами, потому что если ты начинаешь быстро масштабироваться, у тебя появляются миллионы пользователей буквально за сутки, да, это много запросов, по-моему, Telegram API позволяет давать 30 ответов в секунду, и надо придумывать какие-то разные механизмы, делать, типа, знаешь, какие-то прокси, то есть если ты хочешь отдавать 300, там, 1000 ответов в секунду, у тебя должно быть несколько ботов, которые как бы это все забирают, складывают в одну там очередь, раздают, ну, то есть там уже идет оптимизация архитектуры, и тут уже, конечно, ценник начинает расти, потому что тебе уже надо брать архитекторов, тебе уже надо брать тимлида, тебе уже надо, ну, работать с высоконагруженными системами, понимать, не знаю, может быть, Amazon как работает, ну, то есть там уже пошла распаковка, и вот ребята, которые с Notcoin, они вроде бы говорили, что у них в пиковой нагрузке они чуть ли не по 50 или по 100 тысяч долларов платили за сервера только. Как бы, вот, потому что им надо было постоянно, да, увеличивать количество вот серверов, обслуживания, вот этих всех прокси, там, не знаю, еще чего-то, или там кому они платили, ну, в общем, какая-то сумасшедшая история. Вот то же самое, наверное, у Hamster Combat происходит, они еще больше, у них, по-моему... У них 200 миллионов. 200 миллионов пользователей, то есть это вообще какое-то сумасшествие, то есть если в Телеграме, типа, в самом, в всем Телеграме, допустим, уже миллиард, да, там 900 миллионов недавно было. И он примерно тратит 600 миллионов долларов, как, ну, по подсчетам он тратит на сервера. Да, то у ребят уже 200 миллионов, то есть у них 20%, прикинь, пользователей Телеграма внутри лежит. Ну, то есть это какое-то дикое сумасшествие, конечно. То есть они вкачали себе YouTube-канал до бриллиантовой кнопки, по-моему, самые быстрые в мире. Ну, то есть, ну, это же мотивированный трафик, и у тебя там миллион, блин, просто на тебя подписался за первый день, и там сейчас у них там 12 или 15 миллионов, ну, то есть они заставляют людей смотреть шортсы, то есть у них выходит шортс, они его сразу ставят в таск, шортс, ну, начинает резко набирать, алгоритм Ютуба едет крыша, он его начинает тоже всем показывать, что там такое, да, и как бы плюс еще своим показывает, ну, то есть они хакнули YouTube. Я думаю, что сейчас YouTube конкретно их канал посадил в песочницу, они понимают, что там чистый какой-то мотив, там какая-то дичь идет, и они полностью, возможно, их отрубили, ну, как бы, но и есть еще поисковый запрос, то есть мы сами с этим столкнулись, так как у нас тоже выходит много видео, если ты создаешь видео, там, Hamster Combat, там, текущая комбо дня, трали-вали, там какой-то шортс, на нем сразу 5, 10, 20, 30 тысяч просмотров будет. То есть просто из поиска. Поэтому если ты вот можешь тут у нас вот в этой теме, да, что по тапалкам, и можешь в скобках написать все про Hamster Combat, добавить просто в скобках капсом, это сразу из поиска тебе даст, ну, много трафика, и этим нужно пользоваться 100%, потому что мы про Hamster Combat внутри говорим, это не будет обман. Да, то есть как бы сам YouTube считает, что, ну, по субтитрам Hamster Combat присутствует, в название поставить, в хэштег поставить, и это все сразу же тебе бустанет этот ролик конкретно. Поэтому что по тапалкам, и типа там, кто следующий хамстер, да? Кто следующий хамстер? Вот мы можем как бы об этом подумать. Человек, который будет заниматься моим ютубом, посмотри до этого момента и пропиши все нужные теги, описания и названия. Важно, да. Мы же не просто... Слушай, нам же интересно, чтобы посмотрели. Да, я что спросил по поводу стоимости, потому что я, так скажу, буду стараться аккуратно все это говорить, на самом деле, потому что я не могу все разглашать. Я знаю ребят, которые сейчас делают очень интересную игру, наверное, так ее назовем, она будет прям полноценной игрой, сложной, в Телеграме, который тоже начинается как что-то типа тапалки, но немножко с другим механизмом, который уже потратили на разработку 500 тысяч долларов, еще 300 тысяч долларов собираются сюда потратить. Там очень крутая команда, там очень крутые ребята, там очень крутой лор, токеномика и все остальное, и у них план на 3 года, как вообще будет работать экономика, чтобы, она не схлопывалась, чтобы она действительно хотя бы прожила как минимум 3 года, а потом может ее сделать реинкарнацию. Вот. И вот такие проекты, как будто бы, смотри, почему? Потому что делают проекты по 5 тысяч долларов, по 10 тысяч долларов, они жирают время людей, да, как бы они напрямую не скамят, то есть они вроде дроп не обещают, но все туда идут за потенциальным дропом, и как будто бы кажется, что человек, если не получит, он разочаруется, может, в целом в крипте, а этот человек новый в крипте, и он разочаруется, скажет, все это ваше наебалово, не хочу я вообще больше в эту крипту лезть и так далее. И вот мне кажется, что такие
не знаю, даже не скам, ну, серый скам назовем, такой себе для индустрии. Ну, по поводу, видишь, тут это всегда, знаешь, курица или яйцо, или проблема разработчика. Вот ребята, да, долго пилят, там $500 уже закопали, там еще там 300, тянет на миллион, да, вроде все классно продумали, но это время, это туда-сюда. И вот я на своем опыте сталкивался, что самые лучшие проекты, которые у нас когда-либо были, это когда они запускались вот просто на салфетке, быстро, сразу тяп-ляпы в продакшн, проверка спроса максимально, а там уже ты уже масштабируешься. Когда ты что-то пилишь очень долго, это надо тебе быть AAA студией, опять же, со своими подписчиками, которых ты, ну, анонсируешь, потихонечку подкармливаешь, ведешь социальные сети, там, знаешь, вот, тоже ведешь маркетинг. Пока ты пилишь, ты уже ведешь маркетинг и выращиваешь будущих игроков. Если это сейчас не делается, то можно въехать в столб просто. То есть потратить деньги, что-то классно себе там поразрабатывать, помечтать, в одну другую мечтать, в другую срать, знаешь, и посмотреть, что быстрее наполнится. Это есть такая поговорка. Поэтому тут я вообще не знаю, что происходит. У людей, ну, ты видишь, происходит деградация. Я думаю, ну, то есть и интеллекта, и там взаимодействие с контентом, и самого контента. То есть, да, если раньше там классно был большой там контент, там, вот там подкаст, еще что-то, ну, то есть люди заморачивались, то теперь все, рилсы, шорты, тикток, 10-15 секунд, тра-та-та, игры, ты сам видишь тоже какие, типа а-ля хомяк, потапал, тебе что-то это, ну, то есть какой быстрый дофамин, быстрые тапалки, поэтому насколько нужен сейчас сложный контент, вот хер его знает, поэтому им надо запускаться сейчас уже с чего-то легкого, а потом уже потихоньку, ну, людей как бы какую-то базу Ну да, там, сформировать и ее обучать. ну да, там вроде тоже будет несколько этапов, естественно, как, наверное, у того же Блума, который тоже сначала сделал Apple, то потом их будет как-то всех обучать, бирже. Ну, это тоже для меня, на самом деле, загадка из, Ну, сколько там, интересный 20, поинт, да? Создавать ну, таски. 20-30 миллионов, а потом уже надо учить их пользоваться всем этим. Вот прикинь, индусов у тебя там, да, из Пакистана, у них всего, блядь, $2 на деревню. То есть, как бы вот, Да-да-да. значит, у главы деревни $2, у них там, они зарегались, их там 10 тысяч, и вот их ты будешь обучать, значит, как создать пул ликвидности в тоне, а даже в тоне все равно комиссия там есть, да, то есть у тебя шаг номер 1, там вот подключите wallet, а теперь вот тут вот скачайте себе фразу, а теперь вот это, а теперь вот это, а теперь вот у вас тут своп, а теперь свапните, а теперь вот и свапнули, теперь следующую вкладку ликвидность нам предоставьте, а теперь мы вас будем вознаграждать, и ты должен провести людей по этой цепочке, только, блядь, в конце у них из $2 не останется ни хера. Им еще надо будет в кредит у местного какого-то деда, который заведует, блядь, оставшейся казной, да, взять для того, чтобы заклеймить эти токены, потому что все в блокчейне, оно, все взаимодействие, блядь, за деньги. То есть тебе что-то надо заклеймить, надо заплатить комиссию. Надо взаимодействие с контрактом, надо заплатить комиссию. И чем блокчейн выше уровнем типа эфира, там, да, тем там дороже. То есть, и опять же, чем будет становиться монета основная того же тона дороже, там $20 станет, $50 станет, тем комиссии, соответственно, для людей станут дороже. Поэтому появляются вот эти все Layer 0, Layer 2, Layer 3, еще какие-то блокчейны блокчейнов, где борьба как бы как раз, чтобы уйти от комиссий. Так что тут как бы замкнутый круг, и где правда, хер его знает. Ну вот, я даже когда вижу таски, где уже есть, помимо там перейти на YouTube еще что-то более сложнее, зарегистрируйся через кошелек на каком-то сайте, даже я, который вроде бы чуть-чуть разбирается в крипте, такой, ой, не, я не пойду, это уже слишком сложно. А прикинь, действительно, людей, которые вообще не шарят, заставлять это делать. Да вот, смотри, я тебе банальный пример вот наш рассказываю. То есть мы придумали, вот у нас есть тоже этот сраный Airdrop Hunter, есть это тоже приложение, и вот разработчики, мы все вместе думаем, так, нам надо людей как-то заонбордить. Мы сейчас, у нас акция, мы раздаем $100 на депозит. Вот как вот биржи делают. То есть ты можешь получить $100 на депозит и потратить на какие-то карточки новых аирдропов. Там, не знаю, там MetaMask, еще чего-то. То есть классная тема, да. То есть чувак может прийти, выполнить таск, но так как, блядь, это взаимодействие с блокчейном, ему, чтобы эти сраные $100 заклеймить, ему все равно нужно уже иметь кошелек MetaMask в сети Binance. Вот, и там надо все равно иметь $2 на комиссии, блядь. И получается, нам надо ему сказать, смотри, индус или пакистанец, брат, хочешь $2 поменять на $100? И для них это, блядь, ну, это, знаешь, как бы ошибка бедного, или как вот это, знаешь, опасность какая-то. То есть для них это наебалово. То есть так, то есть это как будто бы ты такой на перекрестке каком-то людном в Бангладеше, да, и бежишь, и тебе подходит какой-то типочек непонятный и говорит, слушай, брат, давай, типа, вот сколько у тебя есть денег? Давай $2, а я тебе дам $100. Ну, наебало уже, правильно?
То Ну, есть они в это 100%. не верят, и это не проходная история. То есть мы расписали, почему, то есть и там очень большой reason why, да, то есть тебе надо, почему ему надо взять $2? Во-первых, эти $2 должны быть уже в сети BSK, на кошельке MetaMask, его надо подключить, перейти по ссылке, Где-то заклеймить, купить этот провести. токен. Да, как-то пополнить эту BSK сраную там или еще что-то. Ну, то есть вот в этом проблема. Ну, тут и вот все сейчас бьются над ее решением. Да, как бы внутри Телеграма есть wallet, вот этот внутренний, но в нем уже есть тоже KYC, AML. Вот недавно была тема, у нас писал чувак в чатике, он отправил сам себе там с какого-то адреса, или кто-то ему отправил 2000 USDT, вот этих как раз тоновских. И они подвисли, ему пришло сообщение, что ваши 2000 транзакция проверяется AML-ботом внутренним каким-то, и через 2 дня ему прислали, что проверка не пройдена, значит, давайте ваш адрес какой-то, не биржевой, и мы вам эти USDT отправим обратно. И все, и он дал другой свой адрес, они ему тут же отправили, там, буквально в течение там 30 минут, но сам факт, что он не смог пополнить свой кошелек USDT-шками вот этими тоновскими, потому что они не прошли как бы ML. Это классно, как бы, да, вот мы тоже подкаст недавно записывали с чуваком, он говорит, что с одной стороны это хорошо, что тебя защитили, да, мало ли какие-то наркобаронов какие-то деньги или там оружейников или еще мало ли кого, и тебе как бы на твой кошелек их не пустили, проверили за тебя, потратили деньги, там, кристаллом или чем-то, и как бы отвели. А если ты этого сам не делаешь, вообще не отдупляешь, то ты получишь грязные деньги, потом переведешь их на свой биржевой аккаунт, те биржа их заблокает, и ты будешь потом подпрыгивать. Так что тут... Кстати, раз вы затронули эту тему, я читал, что сейчас в крипте потихонечку среди прошаренных таких криптонов-разработчиков идет новый нарратив, не KYC, а KYT. Now you transaction. Типа, знай свою транзакцию, переход. Мне кажется, что думаешь вообще? Такой небольшой автопчик, что думаешь, это лучше, чем KYC? Слушай, ну даже есть ребята делали такое даже приложение, я знаю, типа GBC проект был, они делали Guardian специальный, который коннектился к MetaMask, и типа вот рядышком, как светофор, показывал, то есть, допустим, тебе приходит транзакция, и ты мог кликнуть на транзакцию, и он тебе показывал типа зеленая, там оранжевая, там и красная. То есть, если красная, то это какая-то шляпа, ты уже мог на нее нажать, и он тебе показывал, почему. То есть, и он там использовал у себя под капотом, я так понимаю, кристалл, там еще какие-то разные провайдеры, которые вот это вот все дело, значит, показывали. И ты платил какую-то абонплату либо за каждую транзакцию, либо еще за что-то. Есть уже боты в Телеграме, AML-боты, да, там тоже они каких-то денежек стоят, и ты можешь каждую транзакцию проверить. Поэтому это просто появится, мне кажется, в Trust Wallet, в MetaMask, вот во всех больших топовых кошельках эта штука появится как подписка какая-то или как платная функция, но она точно нужна, вот даже вот мы как медиа, или вот вы, да, принимаете, вот, то есть подписали контракт с новым контрагентом, он будет делать вам оплату, там, не знаю, 10, 20, там разные деньги бывают, да, вот, и прикинь, тебе прислали какие-то непонятные деньги, поэтому надо либо выставлять каждый раз, ну, какую-то гигиену, да, новый кошелек формировать, проверять, а лучше сразу запрашивать адрес, какого они будут вам переводить, его проверять, и потом с этого адреса его вбивать в документы, в инвойс и с него получать. И сразу, чтобы они в инвойсе, то есть инвойс таким образом составлять, чтобы в инвойсе было написано, что оплачивая этот инвойс, они подтверждают, что у них средства отправлены, типа, они не подвержены каким политикам, там, не грязные т.т.т., они прошли там AML, KYC, то есть все компания гарантирует, что деньги отправлены, они типа чистые. То есть, ну, какие-то бумажки ты там подложил, у тебя есть договор, у тебя есть проверка, тебе ничего не гарантирует. Вот так. Окей, я хочу напомнить, что сегодня у нас как бы прямой эфир, и люди могут задавать вопросы, и за 3 лучших вопроса либо в эфире, либо потом мы увидим их на записи, мы дарим тона в эквиваленте сколько? $50, да, по-моему? Давай на 50, да, на $50 отправить. Это хватит на транзакцию хотя бы. Да, кстати, вот такой дропчик, кто может, собственно, получить. Поэтому пишите вопросы и можете сразу свой номер кошелька тоновского прикреплять, чтобы мы быстрее с этим совсем разобрались. Сразу свой номер телефона, да? Либо номер кошелька тоновского, либо этот... Три цифры с карты, наоборот. Этот никнейм в Телеграме, еще можно же по никнейму отправлять. Да, кстати, да, никнейм в Телеграме. Да, окей. Слушай, давай тогда перейдем на уровень простого обывателя, такого, как я, который сидит, тапает этот гребаного хомяка, нахрен он мне упал, я понимаю, что ни хрена нормально ничего не раздадут, но я, сука, на него тапаю, прокачиваю эти гребаные карточки. Что делать? Вот смотри, куча тапалок, на все, наверное, времени тебе не хватит. И я думаю, тут тоже подход венчурного инвестирования, типа распыляй и молись, да, spray and pray, ты просто в кучу тапаешь, кто-то что-то насыпет, все. Вся стратегия.
Ну, у нас стратегия, видишь, у нас стратегия инфлюенсеров. То есть мы, грубо говоря, Да, регистрируемся, понятно, да, и понятно. у них везде там есть вот эта вот реферальная история, и У это, нас да. конечно, вот, да, и инфлюенсеры зарабатывают больше всего. То есть ты как бы получаешь реферальную ссылку, дальше ее распространяешь, у тебя люди подписываются, и ты получаешь процент от их действий. То есть вот они тапают, они что-то делают, а мы как бы забираем, ну, вот какие-то сливки. И за счет того, что у нас там по 60 тысяч, там по 10, по 20 тысяч людей под нами в разных тапалках, мы, получается, довольно большие куши собираем. Мы сами там сильно прям не тапаем. А вот если вот обычный человек, да, там какой-то там школьник, ну да, он может только как бы свое время тратить, прокачивать, что-то делать, но прям супер сильно не надеяться, к этому надо относиться как к лотерее. То есть, ну, получится, получится. Поэтому как бы ставку прям на это делать не надо. Я вот там какие-то новости читал, что чувак какой-то там тапал и сна лишился, и еще что-то там, да, и вообще Да-да-да. там проблемы были. И такие же люди есть и в аирдропах. То есть вот кто-то там all-in пошел на аирдроп, там Layer Zero или еще куда-то, там чуть ли не взял кредиты, прокачивал там ферму из 1000 аккаунтов и не получил нихуя, как говорит один товарищ, да, вот. И все, и он вышел в окно. То есть, прикинь, то есть он сделал ставку на ебаный аирдроп. Аирдропы, ребята, это лотерея, это не инвестиционный инструмент. Проект как хочет, так и поступает. Они вот просто посмотрели, у них есть огромная выборка, они говорят, так, вот этим дадим, а вот этим не дадим. А эти много пиздели, вообще идут нахуй. И все, и ты как бы можешь оказаться очень легко в категории, которая туда пошла. Вот. Так что, ребята, это чистая лотерейная херня, и если вы гэмблер, казиношник, это просто вот не аирдроп, замените на слово казино, лотерея, вот на что Идите в угодно. казино вообще лучше. Ну, там вероятность, кстати, выше. То есть вероятность в казино выше. И вы как бы пришли, кайфанули, там попили вискаря, покурили сигару, да, туда-сюда, как бы, а вот когда в аирдропах вы сидите, мучитесь, делаете какие-то контракты, а там потом ставят ебанутые условия, операция не меньше, чем с 10 контрактами, заклеймить NFT-шки, миллион свапов, там, иметь у себя на балансе там Bored Ape Club, еще что-то, какие-то NFT, ну, то есть они хотят, чтобы это была не эмуляция деятельности, а это был реальный кошелек реального человека, которому, блядь, 100 лет, да, вот ты еще туда от Виталика Бутерина донаты получал, и только тогда, наверное, они тебе дадут airdrop. Это вот сейчас такая жесть. А раньше был просто, вот Uniswap, когда раздавал airdrop, просто им похер было. Все, кто пользовались платформой, все, блядь, просто получили по 400 токенов. Никто ничего не заморачивался, ничего не считал, просто раздали всем. И вот это называется airdrop. А то, что сейчас происходит, называется наебалово. Вот и все. Слушай, я когда, помнишь, в золотые времена нод были в 21-22 году, надо было ноды ставить, и я как ради прикола какие-то несколько нод себе поставил, и, по-моему, Ним, как он называется, я себе поставил, он мне насыпал, в итоге я токенов-то продавал у меня было 4 ноды, всего 4 ноды, я продавал на 8, на $10 просто продал. Вот это нормальный дропчик был. Ну да. А теперь и с нодами такая хуйня, что тебе содержать ноду может дороже быть, чем тебе дадут токены. То есть сейчас экономика полностью поломанная. То есть со всех сторон тебя хотят наебать даже команды. Вот, то есть ты как бы что-то делаешь, да, ты там вообще, блин, на говно и зашелся, потратил и время, и 10 тысяч долларов, а по итогу получил нихера. И вот мы же как бы для этого и делаем, то есть чтобы хотя бы время свое не тратить, мы как раз вот и инвестировали и стали адвайзерами вот сервиса вот этого Airdrop Hunter, и на самом деле он еще показал неплохие результаты, с учетом того, что там вот эти ебучие Робин Гуды наоборот ходили и сдавали всех направо и налево, и в том числе где-то какие-то и у нас понаходили там у пацанов кластера там или еще какие-то там взаимосвязи, вот, тем не менее все равно там они там 11% у них проходка была по кошелькам, и то есть кто-то что-то там получил, и сейчас там по вот этому Layer, по токену Zero, там тоже еще хорошая проходка получилась. То есть, видимо, они начали там заднюю давать, то есть они увидели, какой пошел фат после закосинка, и вот немножечко Zero сейчас там что-то там, короче, ослабили там позицию и как бы делают больше до начислений. Слушай, я, знаешь, вспомнил свой проеб, это 21-22 года. Там был, по-моему, у кого? У Мунбима, что ли, я не помню, было задание, надо было записать видос на английском языке о том, о проекте, что ты о нем думаешь. Я такой, мне как-то лень. И я понял, что потом ребятам запрос за один видос насыпали до 30 или 40 тысяч долларов просто за то, что они видос записали. Вот это золотые времена дропов, я считаю, были. Ну да, или золотые времена вот реферальных систем, когда появился только Binance, и мы полностью все это похерили, мы забили хер на реферальную систему Binance, да, у нас канал уже был один из крупнейших на тот момент, то есть мы бы могли всосать всю реферальную систему СНГ, прикинь. И там вот те, кто не поленились, сделали, они получали какие-то бешеные выплаты, там, десятки биткоинов в месяц.
А мы просто два еблана, как бы просто не ставили реферальную ссылку под видео. Нам было впадло, блядь. Ну, вот тебе и прикол. Я знаю просто товарища, который просто сделал один видос на YouTube какой-то, как пользоваться, там что-то про сигнал или торговать, и поставил Bybit, все. И он просто ежемесячно сейчас по $50 000 просто прилетает с реферальных этих. Он даже особо его не продвигает, это видео. Да, у него одно из первых видео там про опционы, ну, все, что нужно знать там про опционы или про фьючерсы какие-то там на Bybit, там на час видос, вот один из первых, как бы, да, я по-моему, знаю. Там. Вот это, он же делает еще приложение сейчас какое-то копитрейдинговое, да? Да, мы про одного и того же говорим. Никита. Никита Конев был, кстати, у нас в подкасте, можете на ютубе посмотреть. Ну, красавчик умудрился это сделать, просто сделал видос, и до сих пор потихонечку капает ему пассивка, Максим, капец. Да, но он понял, что надо делать, и в том числе вот эта история с, как бы, с надстройкой над биржами, вот эта копитрейдинговая надстройка, это тоже классная идея. То есть биржи, да, они там очень большие, они своими делами занимаются, у них там есть свой копитрейдинг, но когда ты это превращаешь в TikTok, то есть ты делаешь вертикальную платформу с вертикальным контентом, где ты просто свапаешь сделки, свапнул, тебе понравилось, нажал, скопировал. Дальше свапнул, понравилось, нажал, скопировал. И там автоматически ставится стоп, автоматически там вся эта херня настраивается. То есть это social fi, TikTok трейдинг. Вот это уже классно. И, то есть как бы и такие штуки уже есть, но чем круче и проще ты сделаешь, а если там еще будет и музычка, и какой-то мемчик, и какая-то вот, ну, то есть вот эта вот мемизация, да, и вот эта топонизация, то есть вот это вот все туда наебнуть. И мне кажется, вот следующий этап, который может быть, классно вот так может зайти, это вот эти applications с копи-трейдингом каким-то. И если бы вот блокчейн позволял вообще вот это все делать, чтобы можно было прям сделки там копировать, сейчас уже разворачиваются на том же Телеграме, типа деривативные истории, там шторм трейд ребята делают. Вот, да, кстати, придут к нам на подкаст, я думаю, в ближайшие пару недель, точно. Вспомнил. Да, прикольно. Мы там ликвидность тоже поставляем. Там вот есть классная штука. Ты можешь просто сам не торговать, но ты можешь на площадку Wild давать ликвидность в виде тона или в виде USDT и просто от сделок внутри платформы получать денежку. Вот мы как бы такое любим. Это получается пассивная история. И за это еще и может быть дроп. То есть они как бы тоже там будут поинты какие-то начисляться, за это в дальнейшем еще и может быть дроп. Поэтому как бы мы, видишь, больше как бы из DeFi, больше за вот эти все вещи. Они не такие сложные, как кажутся, но всем впадло разбираться. Это ж не тапать хомяка. Ну вот, слушай, и вот я как раз вопрос. Люди, которые там маленький процент, которые пришли через тапалки, через хомяка, которые начали чуть-чуть разбираться в крипте, крипта, наверное, что-то интересное, надо туда погружаться. Что лучше? Мое мнение, я вижу, наверное, только несколько вариантов для себя пригодных в крипте. Первое – это покупка токенов с рынка, анализировать проекты правильно и собирать портфель. Ну, не трейдинг, я не умею нормально, я просто собираю сложно. У меня что-то залагало, то ли у меня, то ли у тебя интернетик пропал. Вот не пойму, куда кто пропал. Если Серега пропал, то сейчас ждем, пока появится. Если я пропал, то, значит, я сейчас перезайду. Да, видимо, Серега выпал, поэтому я пока буду вас веселить. Значит, какие, вот он сказал, ну, суть вопроса-то, да, я понял, что сейчас делать в крипте, да, вот какие есть там нарративы основные и так далее, да. Что делаем мы, я могу рассказать. Мы делаем покупку, продолжаем по DCA, это dollar cost average, когда мы каждую неделю, да, там по субботам берем, откупаем определенный портфель. Это биткоин, там эфир, еще какие-то монетки мы сейчас добавили, LR2, вот эти всякие разные вещи, типа там Аптоса, Оптимизма, Арбитрума и так далее. Вот. Так что вот это вот все мы покупаем. Плюс DeFi остается, да, никуда не девается, когда мы предоставляем ликвидность в разные протоколы и тоже там какую-то копеечку зарабатываем. Ну и мы как агентство продолжаем тоже работать, взаимодействовать с криптобизнесом и просто оказываем им рекламные услуги. Вот у нас вот есть 3 источника, да, это DCI-инвестирование, когда мы по чуть-чуть что-то там покупаем. Это история с DeFi, когда мы где-то в разные ликвидность предоставляем, еще что-то там туда-сюда, и там можно тоже там 5-10% в месяц зарабатывать. То есть
до 100% годовых там в целом можно вынимать. И, соответственно, рекламные доходы – это вот тоже какая-то копеечка. Так, Серега написал, что он вылетел, да. Напишу ему, заходи. Пускай заходит. Если у него интернет не подключится, то я не знаю, как мы будем тушить стрим, потому что я в эфире. Вот. Ладно, окей. Комментариев я, к сожалению, ваших не вижу, но могу поделиться еще интересными разными штуками, да, нарративами новыми, да. Это вот все, что связано с искусственным интеллектом. Мы еще пока это не затронули, да. Я вот думаю, что сейчас появятся какие-нибудь тапалки, связанные с искусственным интеллектом, а может, я не так глубоко еще погрузился, да, в тапалки, потому что, как я сказал, мы сами особо прям не тапаем. То есть мы регистрируемся, добавляем это в наш утренний пост. Вот у нас в скваде уже там скоро будет 1 миллион человек, 1 миллион подписчиков, да, и они уже там дальше, как говорится, кто-то что выполняет, а мы снимаем сливки. То есть, ну, если вы не инфлюенсер, да, то тогда можно, наверное, самим либо пытаться сделать какую-то свою тапалку и, в принципе, каким-то виральным механизмом ее запустить раз, либо собрать команду небольшую, да, или прийти к каким-то инфлюенсерам и предложить им свои услуги. То есть тоже можно, допустим, собрать команду разработчиков или там проинвестировать в них и предложить каким-то инфлюенсерам сделать тапалку разную, какую-то интересную, там, с разными механиками. И вот так вот тоже подключиться, как говорится, в этот мир. Это вот то, что можно, так скажем, на текущий момент делать. А в целом, мне кажется, в конце этого года нарратив по тапалкам, он точно как-то видоизменится, потому что у нас в конец года, получается, попадают уже осенью выборы президента в США, может начаться булран. У нас недавно был прямой эфир, по-моему, в эту среду, и, значит, мы читали новости следующие, что SEO Binance, это уже не CZ, CZ, да, как вы знаете, отбывает в Америке там свои 2 или 3 месяца, сколько ему там дали, а Тенк, я забыл там точно, как его там зовут, по-моему, Тенк фамилия. Вот он сказал, что из того, что они видят сейчас, у них, во-первых, 200 миллионов пользователей, то есть у Binance сейчас 200 миллионов пользователей. Это самая крупнейшая биржа CEX на сегодня. И, значит, по всем вот этим аналитикам и так далее, по их там расчетам, они ожидают цену биткоина до конца 2024 года выше 80 тысяч долларов. И, ну, как бы 80 – это такая некая нижняя планка, а может быть она куда выше. Сейчас там на момент записи, ну, точнее, на момент этого эфира, биток там в районе от 65, там, да, дай бог, там до 70 торгуется, ну, то есть как минимум еще может быть прирост 80 плюс. Соответственно, если будет расти биток, там будет вместе с битком, наверное, расти все остальное, в том числе и эфир, и там тот же тон и так далее, разные экосистемы. Говорят, что Вячеслав подробнее продавай, что-то там про 5-10% в месяц упомянул. Да, можно зарабатывать, если вы зайдете на тот же тон, к примеру, вот у вас у всех есть телефон, да, в телефоне вы можете установить кошелек типа там Тон Кипер, а в Тон Кипере, когда вы там все уже настроили, вы проваливаетесь, и там есть браузер, и в нем уже прям вшиты приложения. Это дексы типа Didast, StoneFi, тот же Storm Trade, про который мы сегодня с Серегой говорили. И вы заходите на Didast или на StoneFi, и там сейчас одинаковые примерно программы идут, когда вы можете взять и предоставить ликвидность в пару тон слэш, допустим, USDT. То есть есть USDT, прям нативный на блокчейне тон, и там идет сейчас инцентивайз программа от Ton Foundation, которая называется The Open Liga, и вот конкретно в паре тон USDT можно сейчас зарабатывать от комиссии и плюс вот дополнительных вознаграждений около 100% годовых. Ну, это почти 10% в месяц. Фактически, я вот для теста 1 мая закинул. Сейчас что у нас там, как 20 июня, да, то есть вот скоро еще 10 дней и будет 2 месяца. И вот у меня за первый месяц получилось 9 там с копейками процентов доходность. То есть я забросил туда что-то там в районе 3,5 тысячи долларов, и, соответственно, почти 350 долларов мне за месяц набежало в виде процентов торговых комиссий и плюс вот этого инцентивайза в тон. И это прям все в тоне. И плюс, если еще и тон растет, да, то вы как бы не снимая или не продавая, не фиксируя эту доходность, вы еще потом можете апсайд забрать от тона. То есть по факту у вас за год предстоящий может получиться куда больше 100%, потому что награда выплачивается в тоне. И это работает однозначно одинаково, точнее, и для Didast, то есть для DEX Didast, и для StoneFi, потому что эти биржи, они подключены к одной и той же программе. То есть вот это вознаграждение, оно распределяется равномерно. И тут уже надо смотреть нюансы, да, вы можете
Но я думаю, там рынок уже за нас это все отарбитражил. Там получается, чем больше объема в паре, тем больше как бы комиссий. Но чем больше ликвидности в паре, да, тем меньше ваша доля конкретно. Поэтому здесь как Здрасте. бы есть нюансы. Привет, Серега. Я тут пока рассказываю про DeFi. Как зарабатывать 5-10% в месяц. Это очень интересно. Слушай, здорово. У меня сейчас эхо нет, скажите, пожалуйста. Я вот сейчас говорю. Нет, все нормально. Здорово. 5-10% в месяц. Ну, давай, Да. расскажи мне. Ну, Расскажи мне, пиздеть не мешки ворочать, да, как говорится, видишь, пока ты там гулял, я нормальненько веду эфир. Вот ты сказал, что я твой заменитель ведущего, поэтому без тебя, в принципе, тут заебись поговорить. Это называется узурпация канала. Да, захватил Angel Talks, я мог тут какие-то показывать, знаешь, эти, как у Дональда Трампа, когда есть вот эта фотка, когда он там показывает, и туда любую фигню вписывает, пизда крипте, что угодно, или там пизда твоему интернету. Да. Про DeFi заговорили, я вот чуть недавно наткнулся на том, что Tone Foundation сейчас выделяет какие-то средства на поддержание всей этой истории. Тебе надо микрофон отодвинуть опять громко. О, господи. Да, давай отодвину. 92% в каком-то пуле ликвидности, то ли тон USDT, то ли тон NOT, если не ошибаюсь. Какой-то из них. Не NOT, там, короче, есть несколько, у каждой биржи, по-моему, по 3 или по 4 пула, ну, самых таких топовых, попадают под вот эту программу фарминга, под программу Incentivize ликвидности. Это обязательно тон USDT, потому что это основная пара, это как бы, ну, важная пара, да, для системы, и в ней больше всего ликвидности. Там ликвидности в этой паре, по-моему, там по $100 миллионов на каждом DEX, а в целом сейчас TVL в блокчейне тон больше 600 миллионов. То есть вот во всех проектах, ну, это основные как раз, это StoneFi, это DDust, это Storm Trade, как раз вот эта деривативная история. Там еще какие-то есть, там Launchpool. Ну, вот на вот эти три проекта большинство приходится, я так понимаю, около вот $600 миллионов, постоянно туда что-то добавляется. И фишка в том, я как раз рассказывал, что надо арбитражить, смотреть, где меньше ликвидности в паре, но много объемов, там твоя доля будет как бы больше. А когда ты приходишь, там у тебя там $10 тысяч, да, твоей ликвидности, но там уже до тебя положили 100 миллионов, то, конечно, твоя доля, она маленькая именно в процентах вот в этих, да, вот, но там есть, как говорится, Incentivize, он все равно в процентах высчитывается, поэтому плюс-минус по больнице ты будешь получать около там 9% в месяц, что сейчас неплохо. А оставляя это все на балансе в тоне, тон же тоже еще растет, ну и мы верим, давайте мы верим, что до конца года он продолжит так или иначе расти. И у тебя проценты, ну, наложатся. То есть ты в тоне заработал 10%, и еще сам тон к доллару тоже вырос, и у тебя в долларе может получиться 150-200% годовых. Вот такая вот. А вот эта история с непостоянными потерями, то есть... Слушай, это как бы, опять же, это все классная история, про нее там любят те, кто не особо прям разбирается, пиздеть постоянно, вот это, знаешь, это идите, выйдите в окно нахуй. Если ты Аргумент. Да, и ты понимаешь, что тебе как бы, вот у тебя есть позиция, тон USDT, и в принципе ты как бы, тебе и USDT хорошо, и тон хорошо, да, и ты как бы, тебе ок, и ты двигаешься, если бы, это знаешь про что, если бы ты вот сейчас такой пошел и по 6,5 на просадке купил тон и не клал это все в ликвидность 50/50, то к концу года, да, твой тон подорожал бы типа на там 10% больше, чем ты бы, блядь, туда засунул, и вот эта твоя доходность, она там не перекрывает, и вот этот весь пиздеж, это, знаешь, в пользу бедных или задротов, когда они начинают строить таблички. Кто любит таблички, есть у нас ролик на канале, называется 40 тысяч % на Uniswap. И там есть табличка, я про нее, помнишь, рассказывал, да? Всем похуй на эту табличку и на наш этот ролик. Вот. Это Uniswap версии V3, и эту табличку составил сам, не знаю, Адам Хейденс или кто там, SEO Uniswap и команда Uniswap, и они показывают прямо на примерах, как работают пулы ликвидности Uniswap в V3, и если вы сужаете диапазон, и там прям есть примеры, то есть сужая диапазон на 1%, то есть, короче, стандартный диапазон, там, по-моему, который предлагается, он, по-моему, там 15. То есть есть текущая цена, и твой диапазон от этой цены плюс 15%, минус 15%. То есть у тебя коридор 30%. То есть вот если в коридоре 30%, вот в этом цена будет постоянно ходить целый год, не будет выпадать ни вправо, ни влево, то ты заберешь все комиссии в этом диапазоне. И предоставляя туда, там, допустим, $1000, она будет работать, как, допустим, там у них прям расписано, вот в этом диапазоне она, допустим, будет работать x коэффициентом x15. Как 15 тысяч. Но чем больше ты сужаешь диапазон, тем больше риск у тебя выпадения цены из диапазона.
но тем выше коэффициент. И, грубо говоря, сузив диапазон 1% вправо, 1% влево от цены, у тебя уже будет x100. И когда ты кладешь, допустим, туда $1000, она у тебя уже будет работать эквивалентно 100 тысячам долларов. Но вероятность, что у тебя цена там простоит месяц, очень низкая, понимаешь? И постоянно приходится еще и переставлять тебе вот это. А переставление цены на DEX, на эфире, это дорого. То есть там уже надо считать, сколько стоит комиссия на перестановку, да, и, может быть, иногда не надо это делать, или надо немножко шире. То есть там вот эта игра, вот в эту всю херню, игра в ликвидности, это вот как раз для всех этих физматовцев, которые могут написать определенные программы управления ликвидностью и вот пытаться автоматизировать, но можно просто забить хуй, брать пошире немножко диапазоны и переставлять их там раз в 2-3 месяца, вот и все. Я когда спросил, понимаешь, я тебе сказал, не, ни хрена не понимаю, что ты пока там говорил, но очень интересно. Это про то, что я понимаю, как это работает, но еще я понимаю, что 99% людей, в принципе, похуй, как это работает. Вот и все, они не будут это разбираться. Об этом много информации в свободном доступе на самом сайте Uniswap, но у Uniswap V3, оно работает в нескольких сетях, допустим, в Тоне они скопировали DEX, и там сейчас они работают в старой версии, как V2. То есть там у тебя диапазон от минус бесконечности до плюс бесконечности. То есть весь ценовой диапазон ты забираешь, у тебя как бы пул 50 на 50%, и как бы вот он там дрочится, короче, вот для упрощения. Как бы. Не надо туда лезть, разбираться. Да, там есть вот это impermanent loss, это то, что, ну, как бы потеря цены, если бы вот у вас просто актив лежал, и в противовес тому, что вы его кладете в пул в 50 на 50 к другому активу. Если этот актив доллар и основной актив тон, то как бы в принципе похер, вы зарабатываете вот сейчас свои 10% в месяц, это точно перекроет вам вот этот impermanent loss, как бы, иначе там либо цена тон должна просто улететь, блядь, в космос, да, супер быстро, либо ёбнуться также она должна. То есть вот impermanent loss – это когда резкие движения цены очень сильные происходят на двузначные проценты, на 20, 30, 40%, тогда он ощутим. Если происходит плавный рост, то нормально все. А в идеале, чтобы он стоял в диапазоне. Да, ну для меня, я для себя сделал выводы, что мне по кайфу понятнее это, собственно, все, что касается проектов. То есть, я, как уже сказал, покупка токенов монет с рынка при правильном анализе, да, потому что, блин, мне интересно понять, что за компания, какая у них токеномика, какой у них есть потенциал, какая капитализация, вот эту всю историю мне интересно смотреть прикольные, крутые проекты, которые там можно холдить там год, два, три и за это время накапливать. Я так, знаешь, тон накапливал, когда он уже, вообще никто в него не верил, и я его купил первый тон там. Я первый тон меньше купил, на самом деле, самый первый. А потом я купил по $2,6 уже основную часть. Смотря сколько ты его купил. Тут в этот момент всплывают тонкости. Да, да. Я купил его я тысячи на 3 или 3 500 его купил тогда. Ну, это уже хорошо. Если ты там на 3 500 в среднем по $2 даже купил, то уже неплохо. Вот. У нас тоже, по-моему, где-то мы там тоны какие-то заработали за NFT-шки, они у нас там валялись, там где-то там еще что-то. Ну, то есть какой-то портфель там, там, не знаю, там 10-15 тонн у нас там как-то накопился, и вот он как бы был, да. И когда он там стоил, там эти около $2, он ни туда, ни сюда, да. А сейчас уже там будет по 7, ну, интересней. А вот, а если будет по 27, еще интересней, да, как бы. А прикинь, есть чуваки, у которых миллионы тонн, они их типа нафармили или как ноды и так далее, да, и там вот с этим сейчас происходит борьба. И они сейчас, походу, для себя придумали интересный кейс как раз с вот этими сраными тапалками, когда выходит токен, и у них такой есть запрет, они не могут сливать тон, но никто им не запрещает играться в памп и дамп с хуйней. И они берут свой миллион тонна, на него покупают ноткоин, пампят его в космос, а потом ноткоин на Binance в щеки хомякам задувают, и вот тебе бабки на Binance, которые ты потом меняешь в эфир или в биточек, выводишь, и ты в Дубае просто молодец, у тебя новый Rolls-Royce Spectre, и ты красавчик, и ты не продавал тон. Если я спалил схему, извините. Ну, слушай, у нас вообще надо отдельный эфир, мне кажется, вообще про тон делать, чтобы понять, что у них там происходит. Позовем Пашу Дурова. Конечно, я позвоню ему. Надо круглый стол будет собрать, круглый стол, типа. Вот, чувака в Дубае. Да, обязательно чувака, у которого 10 миллионов тонн, и он не знает, что с ним делать, блядь. Вот такого чувака. Обязательно там кого-то из Foundation, которые говорят, ну вот там, давайте туда-сюда. По пацанов с ноткоина, которые просто заработали. И я такой со своей 1700 тоннов сижу. Задаю вопрос.
интересное место, здесь как бы весело, но здесь можно отбриться очень, вообще не моргнув глазом, поэтому надо быть аккуратным. Вот как ты сказал, проекты разбирать, 3 года ждать, за 3 года, блядь, смерть, кладбище проектов пиздец, 99% проектов умирает. Ладно, Вот я 3 за года я Discord говорю. переборщил. Блядь, Да, 3 года я Discord. переборщил. Ты Да. мне Discord предлагал. Можно было бы, да, в Discord, ну, хотя через вас можно, да, там, типа, там 3 кнопки нажал, там, отправил какой-то USDT-шки, и вот, ну, опять, что ждать, вот с этим OpenAI, да, было тоже какой-то раунд, мы, по-моему, его скипанули, потому что там какая-то... Вообще-то вы зашли, мы зашли, ну, блядь, Ну, я да. даже не знаю, куда мы там зашли. Вы какой-то список выкатите нам, где мы там зашли, и что там по итогу там. Или вы просто потом пришлете через 3 года бабки и все. Или скажете, Ну, пацаны, надо добавить. Или скажу, надо добавить, у вас просадка, надо Да. ликвидность выполнять. Надо за фирму заплатить налоги там в Делавере или еще что-то. Да, пока мы не можем продавать. Слушай, ну да, вот на самом деле с криптонами тоже сложно, особенно тем, кто избалован, они же крипта – это быстрое место, быстрая ликвидность, Да, и для да, них да. какие-то истории ждать там 3 года действительно в сделке по OpenAI, они такие, ну, типа 20, 30, 100, у нас есть, кто заходит по 200 тысяч долларов, условно. NVIDIA есть у вас? Или NVIDIA просто есть на бирже? Вообще-то NVIDIA ты можешь просто на NASDAQ денег купить. Да. Вот это пидорас. Кстати, NASDAQ. Ты будешь рассказывать? Слушай, ну я пока супер там инсайдерской информации нету, мы захотим запустить вот тоже типа а-ля рекламное вот такое incentivize приложение. Это именно рекламное приложение, там не будет, как бы пока в концепции нет никакого токена, но прикольное название. NASDAQ, да, типа утка. NASDAQ, только это утка такая, типа, знаешь, как у Портнягина Димы есть вот эти какая-то утка, там, типа, вот у нас такая смесь тоже, там, золотые цепи, вся хуйня, там, какие-то графики. Да. Вот, типа, а-ля тоже тапалка. Смысл ее будет в том, чтобы тоже получить много аудитории давать много тасков, так как мы рекламное агентство, мы просто будем загружать туда тоже через KYB разные проекты, в том числе какие-то свои, и просто людям выплачивать USDT-шки. То есть никакого токена не будет, люди будут выполнять задания, будет какой-то коэффициент, они будут получать вот эти также какие-то баллы внутренние, а потом эти баллы будут по какому-то курсу конвертироваться просто в USDT. Это как RCE? В USDT в Сититон. Ну, то есть как RCE, то есть когда веб-мастер ставит себе план, они получают отчисления. Да, то есть ты как бы пошел, посмотрел YouTube, подписался туда, подписался сюда, что-то там повыполнял, получил эти все баллы, и потом там, допустим, насобирал какое-то это, и ты можешь их пойти конвертнуть там в $10. Все, как бы вот такая история. То есть, грубо говоря, платформа будет забирать свою комиссию, а оставшиеся деньги пускать в этот. То есть, допустим, я не знаю, там 20% комиссии мы будем забирать, или как Apple 30%, а остальные 70% будут уходить в сеть туда внутрь. И получается, приходит какой-то там инфлюенсер, у него большая сеть, он пригласил много людей, индусов, да, они смотрят, ну, понятно, что цену мы будем формировать тоже в среднем по больнице, там не будет цена просмотра, как у Гугла, потому что там где-то непонятно с гео, где-то непонятно, ну, то есть цена будет заниженная, понятно, да, то есть, допустим, да, люди будут смотреть, это будет им начисляться, ну, хуйня будет. Но так как там есть фермы, да, то есть много непоняток, поэтому мы на вот эти все коэффициенты, то есть мы самую дешевую цену, существующую в мире за просмотр, будем делить еще на 10, потому что нас иначе будут обузить, и будем тогда выплачивать, чтобы невыгодно было фермерам нас ебать. Понял? Ну, как бы живым людям будет выгодно. Или будем как-то... Понятно. Когда будет у вас это все готово? Слушай, мы работаем с дикими ребятами из Узбекистана или еще откуда-то. Я узнал, что там на 15 суток садят в тюрьму, если ты взаимодействуешь с криптой, кстати. Вот недавно. То есть, если ты будешь тапать хомяка в Узбекистане и потом получишь токены, то ты можешь продолжить фапать уже 15 суток в местах не столь отдаленных. Поэтому будьте аккуратны, если вы где-то там в Узбекистане. А в целом у нас вот команда разработки вроде бы оттуда, они там не спят, не едят, ну что-то делают. Но, как обычно, плюс-минус недели, я так понимаю, по срокам. Обещали, что в эту среду. А уже у нас еще четверг, да? Да, нет. Ну, я думаю, к следующему понедельнику MVP, наверное, какое-то появится. Присылай, гляну, будет прикольно. Слушай, я предлагаю перейти к вопросам. У нас какие-то вопросы налетели, и уже потихонечку завершать. Я вообще ничего не вижу, сюда они не падают, поэтому где там твои вопросы? Да, я сейчас буду выходить. Во-первых, с нами Фокси. Алоха, криптоны сочувствующие. Привет, Фокси. Кстати, с Фокси у нас будет совместный эфир. Мы тоже будем про все говорить, что происходит в крипте, только уже на моем маленьком телеграм-канале, который я пытаюсь отдельно вести. Не фонд, а мой личный, поэтому приходите, я ссылку оставлю в описании. Так, что у нас здесь есть? Ну, я не вижу чат почему-то. Ну, я листаю, я ищу вопросы. Ну вот, давай. Какой тренд следующий, как ты считаешь?
Ну, тренд, это хайп. Я не назвал бы это трендом, Да. пока что это хайп. Хранилище файлов такое. Хранилище файлов задает вопрос, какой тренд следующий? И есть ли смысл мне еще хранить файлы? Будут ли еще, да, файлы? Этот человек... Облачное хранилище, да, Да, будет? облачное Будет? хранилище еще будет. Что вообще с файлами? Насчет файлов я не знаю. Знаешь, есть вот эти NTFS или как вот эти разные всякие IPFS, да, штуки, когда у тебя там не работает, и тебе надо на Uniswap зайти. И даже есть вот эти вот Chia, по-моему, знаешь, когда они жесткие диски берут, и есть Да. монета Chia, которая Файлкоин работает, есть еще, файлкоин. по майнингу, типа, майнится за счет жестких дисков. И это Да. такое ощущение, что это Seagate, значит, там, в инвестах. Вот. Какой тренд следующий? Это точно что-то связанное на грани, там, да, между искусственным интеллектом, вот, И тапалкой. какими-то мемкоинами, да, вот это вот, и Real World Assets, это точно сюда тоже Real World Assets, это токенизация, вот Nvidia, она сейчас там вовсю, там BlackRock что-то хочет токенизировать, ну, то есть все вот Real World Assets, искусственный интеллект и какой-то social fi. Давайте вот эти все тапалки с мемкоинами назовем social fi, когда люди как-то взаимодействуют и из этого получают деньги. Вот то, что мы хотим, по сути, сделать, да. То есть никакого токена не надо, просто давай часть прибыли обратно людям, прямо в тоне или в USDT. Вот это следующий тренд. Окей. Следующий вопрос я тоже не понимаю. Ну, типа, как войти на начальном этапе, войти как кто? Как разработчик, как просто участник? Вопрос надо уточнить. Ну, скорее всего, для новичка, да, как войти в... Ну, это вот про то, что мы с тобой разговаривали. Как поменять $2 на $100, да? Если тебе кажется это наебаловым, то, блин, начать хотя бы реально с тех же тапалок потихонечку выполнять таски, ознакомливаться, подключить хотя бы wallet внутрь телеграммовский, понять, как его пополнить там через P2P, дальше провалиться, пойти попользоваться там тонкипером, попробовать поменять что-то там, потом следующий этап это уже DeFi, попробовать там ликвидность предоставить, ну и постепенно читать информацию, впитывать, еще набирать. Слушай, на самом деле, тот же самый Hamster Combat, он же пытается образовательную какую-то историю делать, он делает видосы, которые ты должен якобы посмотреть, никто их не смотрит, но они пытаются образовать. Но они пытаются. Так, давай дальше. Вопрос от Фокси. Обратная сторона тапалок в разрезе масс. Как считаете, есть ли в целом для такой сферы, как крипта, отрицательное влияние этого нарратива? Но отрицательное влияние, это тоже сжигается время, много тапалок просто что-то обещают, по факту выполнено ничего не будет, потому что это просто копикат история, то есть будут и хорошие истории, да, но 90% тут будет плохих, потраченное время, то есть, говорю, если у нас 13 тапалок в закрепе, да, мы их просто выпускаем, нам-то это легко, а я вот, представь человека, у которого утро начинается, блядь, у него утро начинается не с кофе, а утро начинается с 15-40 тапалок, это, по-моему. Это жестко. Окей, следующий вопрос от хранилища файлов. Снова, насколько эти прилки, тапалки повлияют на крипторынок в целом? Да никак они не повлияют, это чисто вот большой масс adoption сейчас нагнали людей, биржи сейчас этот шлак весь переработают и дадут фидбэк. То есть если мы увидим, что не так активно начнут листить Хамстера или какие-то следующие тапалки, да, то есть у Hamster комбата 200 миллионов пользователей, но эти все миллионы пользователей, они, допустим, вообще неадекватные и не подходят для биржи. То есть у биржи сейчас была проверка, то есть вот у Binance, у Bybit, у всех они, значит, залистили Notcoin, и теперь вот эту всю аудиторию через себя прогнали и проверили, насколько, типа, то есть стоит ли она того. То есть вот выданный, да, как бы аккаунт, это же тоже какая-то мощность биржи, да, то есть это обслуживание, там, какое-то время операционное, процессинговое и так далее. И может так получиться, что вот эти вот 30 миллионов людей, которые пришли и зарегались сейчас на Binance, вот они там отчитались, что у них, да, 200 миллионов. Возможно, как раз вот в этих 200 миллионов 20 миллионов свежих из тапалок пришло, вот от Notcoin. Но эти 20 миллионов нахуй вообще неэффективные. Они абузят саппорт, они нихуя вообще не понимают, они забрали, прикинь, 20 миллионов людей, какой кластер серверов, просто на себя затянул, и может так получиться, что биржи, обслуживание вот этих 20 миллионов людей стоить будет дороже, чем они на них смогут заработать. Потому что там, да, надо какие-то там пройти им KYC, вот эти KYC, прикинь, чтобы, первичный уровень KYC для биржи, он же тоже стоит денег. Да, то есть, проверка summon substance или еще кем-то. То есть это не все так просто. То есть просто человека заонбордить полностью на биржу, они-то понимают какой-то LTV, да, retention, вот эту всю херню у обычного пользователя. Но вот эти пакистанцы, индусы, это, сука, необычные, это волшебные люди, блядь. Вот, он там с коровы только слез там или откуда-то. И так может случиться, что сейчас биржи посчитают, что это отрицательный трафик, что это не наши люди. И тогда они не будут уже так активно листить. И вот, короче, сейчас идет проверка гипотезы, мне кажется. И вот станет понятно это ближе к сентябрю.
Окей, отлично. Дальше снова спрашивают ссылку на про блокчейн Squad скиньте. Да так вот напишите в поиске, и там канал на 800 тысяч, это вот он. Отлично. Окей, дальше Василий Лопаев спрашивает, а для этого специально создал на X аккаунт, но меня там заблочили, посчитав ботом, как разблокироваться, не понимаю. Это к Илону Маску вопрос. Это к Илону я Маску тут явно. тебе подскажу. О, интересно, как сейчас правильно запускать тапалку в Мен-регионе? Ну, запускать это имеется в виду сделать свою? Ну да, скорее всего, да, и, видимо, Потому что какие-то там запускать тапалку, ты лицензии. просто ее открываешь, нажимаешь кнопку, и она Ну, запустилась. да, нет, запустить свою, в смысле, создать, наверное, видимо, либо... Ну, создать ее какую-то, или скопировать, да, потом взять хотя бы 2-3 каких-то инфлюенсера, их как-то заинтересовать, либо просто заплатить им там рекламные посты дать, там по 1500-2000 долларов пост в среднем стоит по больнице. Там должен зайти тапалка качать нефть, да? Ну, да, кстати, прикольно, да, зайдет. Она, То есть кстати, просто есть, она нажимаешь, уже есть да, и такая. чуть-чуть какой-то насос, типа, да, и ты качаешь нефть там туда-сюда. Слушай, Главное, чтобы наверное, ты не это более обидел там местных. Ну да, наверное, более глубокий вопрос. Тут надо уточнить, что именно вы подразумеваете, какие именно вопросы, потому что тут, это очень общий вопрос. Запуск любого проекта, он одинаковый. То есть ты сделал Да. MVP, ты вот как бы посчитал какую-то для себя юнит-экономику понятную, потом ты идешь к инфлюенсерам, это самый эффективный. То есть мы разговаривали с биржами, и у бирж до сих пор самый эффективный метод запуска рекламы и продвижения – это инфлюенсер-маркетинг. То есть через инфлов. Особенно если это сложный продукт, там какая-то ревка встроена туда-сюда, тебе нужна критическая масса, ты приходишь даже таким же к нам, типа пришел, там у нас есть там куча этих каналов всяких, да, и прям даже этот сквад, вот, и там купил в скваде, 3-4 поста серию, 10 тысяч долларов вложил, и у тебя, сразу 100-200 тысяч первых пользователей появляется, которые там дальше начинают тебя продвигать по реферальной системе, ты там вводишь еще какие-то всякие фишки, и пошел, и вот так вот оно снежным комом. Окей, отлично. Идем дальше. Где Макс? Мы же не сказали вообще, где Макс. Макс технические причины, да, у него с интернетом хуже, чем у Сереги, поэтому он не смог подключиться, вот и все. Да, ну и мы вроде неплохо сидим вдвоем. Так, что у нас тут? Когда BTC Layer 2 заменит всю эту щиткоин-экономику? Слушай, прикольный вопрос, это интересный нарратив, вот последний консенсус, да, и вот там много разговаривали о всяких Layer 2, и в том числе большой кусок был про Layer 2 над биткоином. И есть же Lightning Network, да, и его там адепты, апологеты, это Bitfinex, которые, кстати, владеют и придумали USDT, если вы не знали. То есть одна из вот старейших бирж Bitfinex, они там несколько раз там их взламывали, они выпускали там токены деривативные, там отдавали эти долги за счет своих заработков, потом вот это же они выпустили тезер, и первый тезер, он работал над блокчейном биткоина, это был блокчейн Omni протокол, такой Omni, короче, и вот это ж, по сути, как бы он работал там, посчитай, над биткоином. Потом уже появились там на других сетях, и в целом вот Lightning Network, они там эту всю тему качают, и сейчас вроде бы вот эта история с рунами, с BRC20, с вот этой вот всей херней, когда они там за NFT-шки минтят прям блокчейн биткоина, это как бы говорит о том, что нужен какой-то Layer 2 на биткоине, ну, возможно, это будет не Lightning, а что-то новое. В общем, вокруг этого крутится, и это как бы интересный поинт. Мне кажется, там точно что-то будет, и там много может быть денег. Ну, именно инфраструктурно. Дальше. Я помню прыгалку про блокчейн до того, как это стало мейнстримом. Что за прыгалка у вас была? А у нас была какая-то игруха, типа, помнишь, Flappy Birds? Была такая Flappy Birds, когда надо было тапать. Кстати, это прикольная штука, можно сейчас возродить Flappy Birds. Это ёбнуться будет. Взять просто Flappy Birds, развернуть ее как тапалка, когда она летела между этими трубами, помнишь? Мы сделали такую же херню, у нас был график, и у нас красные и зеленые свечи, то есть трейдинговый график, и летал биткоин с крылышками между вот этими свечами на трейдинг-деске. То есть ты как бы заебался торговать, а открываешь, у тебя трейдинг-деск, там эти свечи, и у тебя просто вот они двигаются, и у тебя биткоин вот так летает, короче. И ты набирал просто баллы. И у нас, он прям на сайте был у нас развернут, и мы во время эфиров, как бы у нас там был чатик, вот, эфиры были каждый же день, и как бы надо было как-то развлекаться. Это сейчас мы сделали 2 раза в неделю, а тогда, прикинь, мы каждый день что-то рассказывали, и вот у нас какие-то эксперименты постоянно, и вот была игра. Прикольно. Тут вопрос тоже прилетел. Смысл кликать airdrop Hunter Up Bot?
А вот там точно смысл есть, потому что вот эти все поинты внутренние, они тоже будут и на деньги меняться, и на депозиты меняться. То есть там как бы, да, мы пошли по простому пути. Не надо выдумывать токен, а просто меняй на депозиты, на деньги и на токены. То есть там будут и приходить, допустим, на рекламу приходит какой-то на коллаборацию проект типа Эйва, и они там часть токенов, когда он у них будет дроп, будут просто на поинты меняться с каким-то там весингом и так далее. То есть вот там смысл прям есть, потому что мы как бы там не придумывали, из пальца не высасывали какой-то токен. Отлично. Следующий вопрос. Добавит ли телега сети помимо Тон и Биток под давлением комьюнити или так и останется мончейном Telegram Wallet? Ну, сам Telegram Wallet, он как бы про то, что он Telegram, они все внутри разворачивают, вам USDT, там, да, обернутый биткоин, вот мне кажется, вот эта вся будет херня, как на эфире. Обернутый биток, обернутые какие-то другие монетки, а зачем им как бы конкурировать? А для этого есть другие мультиволеты, пожалуйста, Trust Wallet, там еще какие-то там. Я вот удивляюсь, почему MetaMask до сих пор, да, не добавил биткоин. Странно. Дальше. Кому телега продает наши KYC? Да, тех данные, кого не одобрили, но копию документов взяли. И почему можно купить данные для деанонимизации Telegram-аккаунта? Ну, у И Телеграма почем? же есть вообще в Атере же номера, то есть ты можешь пойти купить там номер анонимный Телеграма, да, вот Ага. эту NFT-шку на фрагменте покупаешь, и как бы они сейчас, конечно, подорожали, вот, и вот, пожалуйста, вот вам деанонимизация, просто по такой теме вы заходите. А второе, когда вы проходите KYC, там хозяин, так скажем, юридический вот этого воллета, он сменился, я не помню, там два каких-то юридических сейчас лица, и вот они получают, да, вот эти все KYC данные. А куда продают? Хз, куда угодно. Понятно, кому передают. Как бы вы предположили использовать данную механику привлечения аудитории и захвата внимания для обратного процесса образования, а не деградирования пользователя? Образование. Дело в том, что вот кому оно надо? Запрос, понимаете, все под запрос. Сейчас нет запроса, я так понял, на образование. Люди, дети по природе изначально ленивые, да, и как бы если нет запроса в стране, то сейчас на образование есть запрос в Китае. То есть там либо ты будешь умный и на олимпиадах по математике ездить, либо ты будешь в поле работать. А у нас вот тут такие все, знаете, сейчас нежные. Поэтому когда нет внутри страны конкуренции, то есть я про СНГ страны говорю, то есть у нас конкуренции нет. Сейчас время работника. То есть сейчас проблема у всех компаний с тем, что они не могут найти адекватных людей на работу. То есть сейчас курьер, обычный курьер в Москве, зарплата 200 тысяч, и найти не могут, прикинь. Поэтому нет запроса на образование. Ты можешь быть кем угодно сейчас, вот просто с руками, ногами и глазами, и ты скажешь, я готов вот что-то делать, все, тебе уже 200 тысяч рублей зарплата. Нахера учиться? Как считаешь, тренд по АИ в токенах еще помпанет? Да, в целом, пока Nvidia будет штурмовать вершину, и вот это все будет как бы дальше появляться, я думаю, он будет работать, но, опять же, уже проекты будут какие-то, знаешь, не абы что там, не мемкоины, а появится там тройка, четверка каких-то вменяемых проектов, которые действительно что-то там делают с AI, и прям могут крепко стрельнуть. Окей. Какие изменения в регуляторных подходах к криптовалютам можно ожидать и как они повлияют на глобальное принятие и использование криптовалют? Да, они уже идут, точно будут все регулировать однозначно, ну, без вариантов. То есть что сейчас ETF вот эти все одобряют, это как раз показывает, да, что законодательный фреймворк потихонечку вокруг как бы обстраивается, и все приведут к более такой классической схеме, а все, кто будет не согласны, это а-ля типа будут Monero, будут Zcash, какие-то вот эти вот анонимные монеты, или страны там, знаешь, какие-то, которые там страны третьего мира, пока там не сильно подконтрольные, но там такие будут объемы небольшие, это все будет трекаться через разные сервисы, типа вот, которые, да, сейчас вот это все разматывают, архамы, те же кристаллы, вот, и все. И как бы ты будешь либо в белой зоне, либо в черной. Поэтому все это уже идет, все будет под контролем. Как экосистема Layer 2 решений для масштабирования блокчейнов будет развиваться, и какие проекты могут стать лидерами в этой области? Ну вот сейчас есть, пожалуйста, несколько проектов там относительно сильных, которые можно в них поковыряться, можно их накапливать. Это тот же ZK, вот токен ZK, да, который все уже вышел, вот идите, покупайте, пожалуйста, там сильная команда, вот у нас есть ребята, разработчики, которые прям нам подсветили, что обратите внимание на ZK, потому что мощные чуваки, и ZK, вот эта история, технология, она как бы обгоняет оптимистик, то есть есть несколько вариантов Layer 2, то есть есть оптимистик роллапы, да, и ZK, вот, и вроде бы как ZK, ну, все-таки опережает там по всем параметрам, поэтому если выбирать между оптимизмом
и ZK штуками, то лучше вкладываться в ZK направление. А оптимизм, ну, на всякий случай для хеджа себе немножко взять. Поэтому вот смотрите все, что связано с ZK. Окей. Вопрос от Фокси. Есть ли предикт, что к Бурлану что-то доживет из текущих таполок? Очевидно, что у проекта должно быть какое-то развитие. Marketplace, DeFi, DEXI и так далее. Ну вот как раз, наверное, Notcoin, видишь, они свап пивотаются в launch pool. Я верю Bloom должен дожить. А Bloom не таполка, Bloom это DEX. То есть, ну, как бы, то есть все, Bloom просто пивотница, да, он даже не пивотница, он останется DEX, и как бы он будет работать. Notcoin, они делают какой-то там, да, у нас а-ля, я не знаю, что там будет дальше, но Launchpad, Launchpool, Hamster, я не знаю, что там получится, как бы пацаны просто круто хайпанули, что из этого выйдет, пока непонятно. Ну, как бы, и должно быть приложение. Если, допустим, Airdrop Hunter, да, они раздают токены проекта в свои какие-то депозиты. Если там у нас таполка медийная, да, это чисто медиа-рекламная площадка, где просто проекты приходят рекламироваться, их смотрят, и как бы деньги частично шерятся с аудиторией, вот и все. То есть проекту надо быстро набрать, прокачать Twitter, да? Они пришли, стали в таск, и мы просто 70% денег раздали тем, кто этот таск выполнил. Вот и все понятно. Последний вопрос. Как децентрализованные платформы DeFi могут изменить традиционные банковские системы? Какие потенциальные риски возникают при интеграции таких технологий в глобальную фин-инфраструктуру? Да вот уже что происходит, вот все эти Robinhood, да, кто там еще, да, даже любая сейчас биржа, тот же Binance, там, Coinbase, Kraken, они все уже, по сути, банк. То есть любая биржа – это уже почти как банк. То есть либо они покупают банки, либо они еще и кастоди являются. К примеру, тот же Coinbase, они являются кастоди-провайдером для, по-моему, 8 игроков, которые вот сейчас сделали биткоин ETF. И вот из 11 для 8 кастоди оказывает сервис от Coinbase. Поэтому это уже все очень плотно интегрировано, и все будет примерно типа тем же рельсам, просто станут дешевле транзакции, да. То есть, грубо говоря, если раньше там отправить SWIFT перевод там стоит, там, не знаю, $15-20, если ты отправляешь маленькую сумму, то это, конечно, в процентах огромная часть. То есть, приведи, тебе $100 надо отправить, а у тебя $15 комиссия. Это 15%. То издержки на отправку USDT, ну, пускай это даже $1, да, или 2. Ну, это от 1 до 2%, а если ты большую сумму отправляешь, то это вообще мизерные проценты. Или там ты... Поэтому тут дело о транзакциях, дело о том, что действительно это через блокчейн это все можно классно анализировать, все эти кластеры выявлять. Сейчас есть тоже какая-то штука, искусственным интеллектом обучили на массе кластеров, на массе вот этих данных по сибилам, и искусственный интеллект очень классно выявляет разные комбинации, разные связи, намного лучше, чем человеческие аналитики. Поэтому это все как бы вот будет вместе связано, и просто будет крутая банковская система международная какая-то, да, которая работает там очень быстро, очень дешево, эффективно, и когда кого-то надо заблокировать, можно будет точечно блокировать любого человека, любую сумму, ее отследить. Ну, очень классно, удобно. То есть как бы человечество само себя запаковывает. Знаешь, вот если посмотреть вот эти все фантастические романы, вот непонятно, почему так происходит. То есть с одной стороны, казалось, да, растут технологии, развивается интеллект, развивается все. То есть должно было быть, наоборот, классно, весело, свободно, а при этом, наоборот, становится все жестче, жестче и жестче, да? То есть вот какой парадокс интересный. То есть чем больше технологий, тем дешевле становится контролировать население, и тем само население подписывает, подмахивает какие-то ебанутые законы для того, чтобы из нас же делали вот матрицу вот этих овощей и долбоебов. И вот непонятно, где на Земле через 20 лет останется кусочек пространство, где ты можешь уехать на пенсию и спокойно сидеть без камер, без нихера, расплачиваться золотыми монетами, да, и стрелять из пистолетов, как вестерны. Вообще непонятно. Поэтому тут к чему мы идем и хорошо ли это, вот это вопрос. Не думал, что так быстро те фантастические книги, которые я читал в детстве, станут реальностью. Да, это обидно. Последний вопрос. Как механику таплок можно использовать для развития ИА? Именно блядь, никак. AI нас ебнет, блядь, за такую хуйню. Он просто, мы и так для него долбоебы, тупые кожаные мешки. А когда он поймет, что, блядь, чем мы занимаемся, что мы просто, сука, долбим пальцем в экран, блядь, вот в пиксель, вот, то, конечно, он скажет, не, ну, блядь, однозначно этим тварям жить на планете Земля нельзя. Поэтому углеводородная или там водородная, да, следующая цепочка жизни появится быстрее. Он нас без созрения совести просто уебошит и все. Ладно, это был последний вопрос. Трамп или Байден? Трамп или Байден?
Слушай, мне насрать на самом деле. Мне кажется, два они там странных человека. Но этот хотя бы, тот вообще пенс уже там с деменцией, а этот хоть поживее вроде, но кто там из них лучше, я, если честно, не знаю. Окей. Так, ну что, были вопросы, которые тебе понравились? Слушай, мне сейчас тяжело сказать это, а читать их потом впадло опять. Да, я тут на самом деле два всего отметил, которые это был прикольный вопрос, когда BTC Layer 2 заменит Ну всю вот, эту наверное, да, прикольную- давай вот это. Смысл кликать airdrop Hunter бот вопросик был. Вообще смысл его вообще кликать. Ну да, давайте про... это же как реклама такая получилась, да? Ну давай, $50 дадим. И у нас много вопросов, хранилище файлов задал, я не знаю, кто это. И Ну может, в намайнил, принципе, типа, да? Ну ладно. намайнил, пускай да, намайнил, да, намайнил, типа. Отлично, поэтому еще раз. Охуеть, я хранилище. сходил на подкаст, минус $150, блядь, ебал я. Слушай, я тут за студию оплатил, ты не выпендривайся вообще. Ладно. Так что нормально все. Вот так вот. Мало то, что время потратили, информацию дали, еще и, блядь, на $150 попали. Выгодно ходить на криптоподкасты. Да, вы приходите на эфиры, у нас на эфирах только такая история. Если я буду соведущим, то на меня не распространяется теперь эта херня, блядь, раздавать бабки. Ой, давай скинемся, давай 75 я, 75 ты. Да не, ну сейчас уже я же сказал, давай сейчас я раздам. Итак, еще раз, хранилище файлов, Грифон, видимо, называется аккаунт. Airdrop Hunter там, да. Да, Это он скидывал какой-то там. Скальп Виталий. Пожалуйста, Ну, допишите. скинь нам туда, вот там, где у нас есть чатик, туда закиньте ники. А там нету кошельков, ничего, пусть ребята напишут куда-нибудь нам, мне. Ну, и- я же говорю, да, тебе напишут, потом ты туда форварди, там, где чат с Катей, а Катя меня потом пинганет, и мы отправим. Да, все, окей. Давай на этом завершать. Это было возвращение прямых эфиров Angel Talks. Возможно, они будут сейчас почаще, потому что есть много клевых ребят, которые находятся на разных континентах, и как бы с ними тоже хочется записывать, поэтому почему бы не делать прямые эфиры. Ребят, правда, напишите, есть ли кто из старых наших зрителей, который еще смотрел эти прямые эфиры еще с венчурными инвесторами из Кремниевой долины, которые к нам приходили, рассказывали всякие умные штуки, или в криптовый эфир наш смотрели, напишите, скажите, как вам, хотите ли вы, чтобы дальше были тоже прямые эфиры. Да. Подписывайтесь на канал, собственно, ребята. Подписывайтесь на его канал, подписывайтесь на наш канал. Я тоже все ссылки, будут в описании. Спасибо. Сейчас я запущу заставочку, и мы уйдем мы уйдем. Всем пока, спасибо, классный был эфир. Слава, огромное тебе спасибо. Так.